Ну, как положено, в начале новостного блока я поясняю за название стрима. Да. Название стрима звучит как спецвыпуск сериала «Слуга народа». Согласитесь, сегодня такие произошли события в Вашингтоне, которые вполне могли бы стать там без хуйни просто одной из серий «Слуги народа». Вполне, типа. Возможно, там такое даже и было, да. Но честно сказать, вариация названий была разная. Типа «Реквием по договорнику», например. Или одна из таких мыслей, которую я писал вчера, естественно, с иронией, да. Трамп похвалил Зеленского. Да, Трамп похвалил Зеленского, например. Коленная дипломатия тоже, похититель аромата, вы видели, я нашел. Сначала увидел в Инстаграме, потом... А как я увидел в Инстаграме, кто-то написал, что, блядь, ну вы понимаете, мы в последнюю очередь будем говорить о том, что случилось, а о плохом хочется, знаете, как когда получил хуевую оценку где-то в самом типа конце, вскользь сказать, а еще мне сегодня двояк вхуярили. И убежать. Ну да, увидел в рилсах Ютуба. Почему в них зашел? Потому что увидел где-то, что рилсы дали сбой и всем показывают трэш и мясо. Решил зайти посмотреть. Там мне показали похитителя ароматов, где он очень качественно, с политологической реальной точки зрения, разбирает встречу Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Как он круто это делает. Говорит, два пунцовых малыша. Действительно, вот сегодня были в натуре два пунцовых малыша. Ну, один оранжевый, другой пунцовый. Так вот. Да, я хотел назвать в честь этого коленная дипломатия, но сегодня она была не коленная, коленки реально не трогали. Давайте по хронологии на самом деле, потому что то, что произошло сегодня, это сегодня произошло, был еще день вчерашний. А вчера такие события, блядь, происходили, вы не поверите. Наши медиа опять, типа, кинулись поклоняться Америке, все там лидеры общественного мнения. Реально люди писали, что главное не слова, главное действие. А что было? Ну, Трамп встретился со Страмером, да, премьером британским. Удивительно на самом деле, да, нельзя не сказать о том, что Страмер левый и в этом смысле все время критиковал повышение оборонных расходов и планировал их сокращать в пользу социальных расходов. Сейчас он повышает оборонные расходы, довольно интересно, но специфическая британская политика. Ну, в общем, там он его хвалил, все типа довольно дружно прошло, ничего особо интересного не было, но было то, что вы не поверите, Дональд Трамп, оказывается, не Кент Путина напрямую. Но то было вчера. Давайте представим, что сегодня еще не наступило. Не Кент Путина, не друг Путина, а он планирует реально Путина валить, потому что он продлил санкции, которые были введены на Россию, американские. Пиздец, при том, что он нигде не говорил, что он их собирается отменять. Более того, его об этом спрашивали, он говорил, что он будет их продлевать, пока не будет договоренности о мире, да. Ну, в общем, из этого сделали перемогу великую, что типа, ого, блядь, мы уже начали сомневаться в американской поддержке, но она наступила. С чего это, блядь, следует? Нихуя не изменилось, день прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Сегодня им реально себя доказала вполне себе. Ну, в общем, было просто забавно за этим наблюдать, особенно в контексте сегодняшнего дня. Это, в общем, то, что в целом забыто нахуй уже. Да. Ну и самое главное, Трампо-зеленские отношения. Ну, дело не в переговорах, не в встрече, но Трампо-зеленские отношения в целом. Этот блок можно назвать, потому что мне кажется, что все регулируется где-то в этой плоскости в отношении действующей администрации в США и нашего президента. И дело тут такое. Ну, вы должны понимать, что, наверное, сегодня, если все так и продолжится, как продолжается, никаких резких перемен не случится, согласитесь, вероятность довольно мала, да, что это произойдет, то сегодня, наверное, день на самом деле крупнейший, день крупнейшей победы Кремля с начала войны, крупнейшей победы. Ну, невозможно вспомнить, что еще такого было за всю войну, где бы такое произошло. Мы сегодня, возможно, лишились поддержки, ну, как минимум публичной, да, явно риторика станет острее, если дело не пойдет дальше, да, и при этом положение очень подвешенное получилось, лишились, ну, ключевого союзника, да, какие-то расставляются точки над «и» в этом вопросе. И это, конечно, да. Ну, давайте попытаемся, что ли, по хронологии подойти об этом. Ну, начнем с того, что дело не в самой пресс-конференции, да, как мне кажется. То есть тут какой-то очень сильный промах офиса президента. То есть я понимаю, и президент это на самом деле артикулировал, ну, немного завуалированно, но говорил, что ключевое для меня дело не в сделке. Сделка важна, сделка все такое, но ключевое явно было, что за сделкой скрывалось это добиться личной встречи
себя, то есть Зеленского, да, с Дональдом Трампом, и в личной встрече попытаться переломить его настроение, донести свою адженду, что называется, да. И это, ну, я считал, что это программа максимум, да, то есть это типа самая главная сделка по этим итогам. Это такое, понятно, что сделка для Трампа ключевая, но у президента Зеленского типа более широкие задачи, попытаться как-то завоевать, перезавоевать, ну, в нашем случае скорее попытаться завоевать какую-то большую лояльность и поддержку Дональда Трампа и его администрации. Но этого не случилось совсем. По всей видимости, встречи до вот этой пресс-конференции не было вообще с глазу на глаз, да. Вот, и все пошло по самому худшему сценарию. Не до конца мне до сих пор понятно, да, но это можно назвать катастрофой. Многие пишут о том, что типа, ну, понятно, из украинских наизломистов, которые ничем не рискуют, скрываются за преподавательской бронью, например, или за студенческой бронью, как получатели типа еще более какого-то высшего последовательного образования. Понятно, что им ничего не стоит там придумывать перемоги и выдавать за перемоги все что угодно. Ну, тем не менее, да, многие пишут, что вот сейчас будут писать зраду всякие долбоебы. Ну, я не знаю, будут писать, что это провал. Ну, может, это не провал, может, это, не знаю, может, это отрицательный успех. Но, по-моему, самое емко характеризующее это событие слово, это, блядь, провал. Полный провал, нахуй. Ну, в общем, то я не до конца понял вот этот промах офиса президента. Если не случилось то самое, да, тот смысл встречи, в смысле поговорить с глазу на глаз, попытаться Трампа переубедить, нахуя они согласились на эту, блядь, пресс-конференцию. Зачем они просто на это согласились, если они не были уверены в ее результатах, да? И если на момент начала встречи, скажем так, их отношения были такие, как и до нее, это был полный провал. То есть то, что они на это пошли, это была большая ошибка. Ну, тоже, возможно, они не ожидали, типа, такой наглости, но, блядь, нужно было быть к этому готовым, особенно в отношениях с Дональдом Трампом. То есть видно, что он, ну, самодур, да. То есть можно по-разному относиться к его образу, да, но для нас это вот он такой вредный довольно самодур, и он это много раз доказывал. Хотя в целом я понимаю людей, которые там как-то тепло относятся к его образу, да, вне рамок политики. Понятно, что его манера там и так далее, какая-то харизма, я понимаю, как она людей подкупает, да, но в этом случае это не нам на руку, да, совершенно. Ну, в общем, и надежда была явно на то, чтобы переубедить его на этой личной встрече, поэтому не до конца понятно, нахуя они согласились на эту пресс-конференцию. С самого начала этой пресс-конференции было понятно, что, типа, она закончится плохо, то есть по-любому плохо. Она закончилась хуже, чем могло быть, но хорошо она закончиться не могла. Все началось с того, начало конференции началось с того, что какой-то левый хуй, я так и не понял, это, видимо, какой-то был политик, да, то есть там говорят, что его спросил Трамп, на самом деле его спросил не Трамп, и не журналист в том числе, какой-то левый хуй из-за спины представителей американских спросил президента, у вас костюм вообще есть, да, чё вы вот так приезжаете, есть у вас вообще костюм? То есть это просто аргументы в пользу того, что надо было сразу от этого отказываться, от этой идеи проведения этой пресс-конференции, потому что на самом деле, я не знаю, как вы, но я это лично много раз слышал от каких-то спикеров от республиканского крыла американских, да, каких-то людей лояльных им, поддерживающих их политическую силу Трампа, да, республиканскую, о том, что Зеленский там пытается где-то на протяжении этого разговора парировать. Он говорит о том, что у меня утром нет времени, типа есть более важные дела, у меня утром нет времени выбирать себе одежду. Ну, понятно, что это, наверное, довольно глупая отговорка. Я не сомневаюсь, что у президента нет вообще нихуя времени, и он наверняка вообще не спит. Но я много раз слышал, просто не первый раз он где-то это повторяет, я много раз слышал от вот такой, скажем так, ну не то что антиукраинской, но прореспубликански настроенной, да, без большой симпатии к Зеленскому, по понятной причине, да, вот этих взаимодействий прошлой администрации Зеленского. Много раз от них слышал, что они в это не верят. Они типа не верят в образ человека. Они это считывают как... Они, во-первых, не верят в то, что человек не может выбрать одежду утром, да, и так занят. Также они не верят в образ того, что, ну, то есть они его считывают как то, что он будто бы типа непосредственно воюет. Я вот такое мнение слышал, да, когда он приезжал в американский конгресс выступать. И они в этот образ не верят, они думают, что он их пытается таким образом, как актер, надурить, да, то есть совокупность их каких-то там пропагандистских тезисов, да, времен именно электоральной борьбы и критики прошлой администрации смог сложить у них такое мнение. Возможно, это аргумент за то, что, ну, понятно, вообще не нужно было проводить эту встречу, если они не договорились до этого с глазу на глаз на какие-то более лучшие положения.
Не нужно было ее проводить так же, как они ее не проводили с упал намоченным по делам Украины Китом Келлогом, когда он приезжал в Киев, да. Ну, в общем, я к чему, что сразу стало понятно, что очень плохо закончится эта пресс-конференция. Закончилась хуже, чем могла, но закончиться хорошо не могла в принципе. Просто закончилась хуже, чем было бы просто плохо, да, потому что президент сразу оказался на вражеском поле таком. Его сразу начали атаковать вопросами, типа, доебаться до таких мелочей внешности, да, там, это сразу ставит тебя в очень неудобную позицию. Видно, что президент весь там как, блядь, наэлектризованный сидит, потому что очень хамски в этом смысле сразу началось с ним общение. Нельзя не сказать также, что, ну, ни для кого не секрет, наверное, для думающих людей, да, что конкретно эта администрация Украину не ставит вообще ни в хуй, да. Понятно, что весь американский политикум не особо серьезно относится ни к нашей государству, ни к чему. Я много раз об этом приводил. Приводил в пример, да, доказательства этому, в том числе и слова президента прошлой администрации Байдена, где в каком-то интервью он рассказывает о том, как он вел политику с Украиной. Здесь-то видно особенно, да, то есть не то, что даже там какая-то важный партнер или союзник или колония, ну нет, просто совершенно типа место, блядь, какой-то болезни, да. Это просто к чему, что вот вы знаете, как в детстве, очень неприятно в детском возрасте, когда вот мать или отец с кем-то созваниваются, и те говорят в третьем лице, типа, да он там то сделал, он там это сделал, знаете, вот при ребенке говорят о нем как бы от третьего лица, да, его называют. Вот президент попал в эту же ситуацию. Журналисты задают вопросы, но какой-то абсолютно непонятный формат, да, то есть непонятно, кто должен отвечать. И на вопросы, которые скорее адресованы Дональду Трампу, там про поддержку Украины, отвечать начинает Зеленский. При этом на вопросы, на которые есть смысл услышать позицию Зеленского, которые вообще ему должны быть заданы, да, отвечает Дональд Трамп и отвечает от третьего лица, да. То есть возможны ли переговоры президента Зеленского и президента Путина. Дональд Трамп от третьего лица говорит, что ну вот у них большое недопонимание. И там много он говорит указывая на Зеленского, не называя его по имени. То есть проявляет, ну не то, что, понятно, неуважение, но неуважение это не исчерпывающее слово. То есть в целом очень сильное давление, да, такое получается в этой ситуации. Давление, блядь, унижением, вот. Ну и, в принципе, с этого всего момента да, стало понятно, что интервью, блядь, очень плохо закончится. Интервью очень плохо закончится. Ну давайте я попытаюсь по порядку рассказать, что я выписал, чтобы потом можно было как-то более цельно подвести итоги. На самом деле, вы знаете, вот пока еще слушал, это мне вспоминалась серия Южного парка, которую я недавно пересматривал. Она была о том, как Картман, да, Картман очень хотел получить новый iPad. Но мать Картмана не хотела ему покупать этот iPad. И там все почти шутки в этой серии строились на том, где Картман говорил, что его мама хочет его трахнуть. И это, блядь, вот мне почему-то именно это вспоминалось, да, что мама, ну ты бы не могла хотя бы купить презервативы перед тем, как меня трахнуть. В общем, вот это мне вспоминалось. Потому что это, конечно, было очень это был разъебос. Можно было бы просто охарактеризовать весь этот разговор, что, ну, мы в позиции скованного по рукам и ногам государства, да, зависимого очень сильно от американской поддержки во всех смыслах, и дипломатических, и военных, и экономических, не можем в полной мере отвечать. Можно было бы просто все сократить до того, что мы в этой позиции, ну, просто накидали полную панамку хуев. И это было бы полностью, на самом деле, исчерпывающе об этом интервью, но все-таки давайте по хронологии. Ну, сразу вот этот тон, с чего все Слышишь, ты началось, с умник, вопроса что с про тобой нахуй костюмы. разговаривать, ты, блядь? Сразу бесценное лицо, типа, нашей делегации, бесценное лицо самого президента Зеленского, его мимика, да, видно, что все, типа, идет по худшему сценарию. Также не могу не отметить вот эту странную, блядь, мысль привоза сраного пояса, сраного усика туда, боксерского. Это выглядело супер, блядь, дебильно. Нахуя это сделано? Кто это придумал? Зачем это? Ну, это просто смешно. Это добавило все этой унизительной картине, да, трагичной, безусловно, для нас. Но ничего тут не остается, кроме как смеяться. Добавило еще больше юмористической составляющей. Нахуя они взяли этот пояс, понимаете? Из-за этого пояса меня не покидала мысль, помимо этой серии Южного парка, меня не покидала мысль,
о том, что очень это похоже, ну вот я такое не смотрю, естественно, но натыкался в шорцах, да, где-то типа в каких-то коротких видео на вот эти разговоры с полностью, разговоры людей с полностью нахуй отбитыми мозгами на вот этих драчках, там вот эти ММАшники и чё, еще что-то, они собираются такой какой-то хуй знает, ну тоже у них пресс-конференция, да, собираются и там типа, а ты чё, а я тебя сейчас, блядь, разъебашу, и типа идут ебашиться. Меня из-за этого, ну и там супер, типа, ну эти люди супер тупые, потому что мозги отбиты напрочь, типа, отхуярены в этой борьбе, ну то есть, ну они абсолютно идиоты, да, типа это прям, ну то есть это какая-то степень инвалидности. И меня из-за этого не покидал постоянно вот этот момент, что будто бы я смотрю какое-то такое видео. Из-за того, что они туда нахуя-то уложили этот пояс. В чем была идея этого пояса сакральная? Кто до этого додумался? И он на какое-то, блядь, отношение к делу имеет. Типа они его хотели продать, тоже обменять там на что-то. Не до конца понятно, но типа добавила юмористической составляющей в эти трагические события. Это капитально. Ну, тоже, понятно, пан президент вначале пытался в этой всей атмосфере подыгрывать шизофрении Трампа про то, что тут, блядь, Вашингтоном быть хочу там. И тут говорит, ну, будете Вашингтоном, если там сможете справедливый мир заключить. Ну, тоже нельзя не... Многие говорят, что он как-то там грубо себя повел. Нельзя не отметить тот момент, что он пытался подыгрывать их, типа, сумасшествию. Да, ну тоже раздрачивали какими-то вопросами про выборы. Ну, тоже интересно, что там на все эти вопросы отвечал почему-то президент Трамп, да, и наш президент все время пытался как-то типа заикнуться, сказать, то есть тут еще вот пролет формата, да, нужно было подбирать такой формат, где поочередно задают вопросы, или стороны поочередно отвечают, потому что здесь ты в положении неудачном, да, пытаться вклиниться всегда будет выглядеть со стороны, потом могут обвинить в хамстве, в неуважении, что, в принципе, и произошло, да. Ну, в общем. Тоже формат переговоров такой. На самом деле, многих людей почему-то он удивил, и они считают, что это типа какая-то вещь, выходящая за рамки. На самом деле, вот мое представление о непубличной типа части переговоров политиков, это интересный феномен, что люди не считают так. Интересно, как они считают по-другому, что переговоры ведутся. Да, люди многие удивлены типа таким форматом общения. Мне кажется, что непубличная часть переговоров, она именно вот так и выглядит, буквально по-обывательски. Они вот так вот спорят, да, на каких-то, ну не то что таких тонах, тут просто такие противоречивые стороны, да, отношения не самые теплые, но в целом формат бытовой, мне кажется, свойственный многим переговорным процессам, особенно на уровне первых лиц. Просто тоже выделяю деталь, что для многих людей это какая-то типа непривычная совершенно вещь. Такой они ее себе никогда не представляли. Интересно узнать, какой они себе ее представляли. Ну да, понятно, что президента все время харили там вопросами, на которые он пытался ответить, но ему не давали. Про гарантии, про... Ну, там много это упоминалось. У Байдена, понятно, одна телега, что типа прошлый президент хуёвый, прошлая администрация хуёвая, я самый лучший. Гарантий, ну, типа, возможно, но в другой форме, в форме, типа, вот, которую мы сейчас хотим заключить сделку, инвестиции, они сами из себя гарантия. Президент пытается, типа, этому как-то возразить на протяжении этих его, скажем так, ответов журналистов, да, журналистам Дональда Трампа. Тоже интересно, на самом деле, тоже о вопросе просто уважения. Там вот Дональд Трамп, ну, много, понятно, там бредует про эти редкоземельные металлы, рассказывает о том. Я уверен, что наверняка редкоземельных металлов в США больше, чем в Украине в разы. Но он там рассказывает о том, что у нас много нефти, у нас много газа, но редкоземельных металлов у нас меньше, чем в Украине. И более того, наши редкоземельные металлы по причинам типа внутреннего законодательства, по причинам экологическим добывать нельзя, а в Украине можно. Ну, согласитесь, тоже довольно это не первый раз звучит, довольно унизительная формулировка, да, то есть ты сразу ставят тебя в позицию, что, ну, значит, здесь, ну, наверное, на экологию похуй и так далее. Просто если смотреть сразу, то складывается, если смотреть это все полностью и слышать в том числе эти слова и все это в общем контексте, то понимая, чем вызван такой эмоциональный накал, да, нашего президента, потому что если смотреть только фрагмент части общения уже с вице-президентом Дивансом, то тогда возникают мысли, что на ровном месте все началось. Ну, в общем, такая классика Трампа. Ну, вот один момент, где реально устойчиво началось какое-то оппонирование Зеленского президенту Трампу, это Зеленский смог вырвать слово, когда услышал пиздил. Ну, там гарантии, сделка, сисфайр, и пан президент вырвал слово и начал рассказывать наконец-то вот эту мысль свою. Ну, то есть у него
адженда вот это не меняется. И, конечно, немного расстраивает отсутствие вот этой гибкости, но тут она была бы провальна, эта гибкость, сразу говорю, да. Но не могу не отметить этот момент, потому что, например, на том интервью Лексу Фридману, который я вспоминаю, потому что президент воспринял его как канал связи с республиканцами, да, какими-то, но при этом все равно себе не изменил. В том смысле, что пользуется любой он возможностью, да, все воспринимает как площадку не для какого-то там, может, нового подхода или не площадку для возможности ответить на вопрос по сути, да, как-то на чистоту и так далее. Нет, он воспринимает это как возможность, опять-таки, наверняка заботясь о будущем Украины и судьбе оставшегося украинского народа, но при этом он вот наверняка из этих побуждений все равно использует это как площадку для продвижения своих старых каких-то нарративов, вот этой самой адженды, и не хочет слышать при этом каких-то возражений, когда ему говорят, ну подожди, типа, мы это уже слышали, это уже понятно, давай попытаемся, типа, по-другому, что-то новое. Нет, это он, типа, отказывается слышать, и здесь он опять, то, что уже много раз повторял, начал им рассказывать о том, что мы уже имели с Путиным договоренности о прекращении огня. Они уже были тогда, после 2014 года. Но Путин их все время нарушал. И президент перечисляет американские администрации и говорит, что в том числе и при вашем президентстве это было, да. Дональд Трамп говорит, не-не, блядь, ну, при моем не было нихуя. Мне он ничего не нарушал. Ну, в общем, такой полная идиотия там. Это все переходит на такой психозные смешки. Но понятно, что сеется какое-то напряжение от этого. Вот. Ну, там дальше потом, дальше по тексту, далее по этому разговору, по этой пресс-конференции, дальше Трамп продолжил отвечать за пана Зеленского на все остальные вопросы. Ну да, тот самый, одна из, ну просто вот собралась куча таких болевых точек Зеленского, но сказать, что это было непредсказуемо особо, да, предсказуемо, потому что республиканцы постоянно это говорят. Вопрос про переговоры за и Путина точно так же от третьего лица и через голову, да, Зеленского начал отвечать Трамп, что типа, ну вы знаете, блядь, они друг друга ненавидят, и с такой ненавистью сложно будет чего-то добиться, но я здесь выполняю роль медиатора, я за мир, и все за мир. Но, типа, противоречие сложное, но мы своего добьемся, говорит он. Пан президент говорит, секундочку, секундочку. Да, вот это довольно интересный момент. Пан президент говорит секундочку, и там в их разговоре начинает всплывать типа Одесса. Ну, вот эта старая телега, естественно, Трамп верен себе в точности в деталях. Он говорит о том, что, блядь, ну куда уже, города разрушены, блядь. И довольно забавно, да, что президент Зеленский ему говорит, не-не-не, типа, у нас еще есть города, там, жевріє життя якось, типа, что-то происходит. Ну, Трамп ему на это, типа, отрезает, говорит, что хорошо, типа, пускай будет, но пусть сделка будет тогда без тех городов, которые, типа, в оккупации. Вопрос об оккупированных городах просто. Тоже еще я обратил внимание на то, что президент Зеленский сказал, ну, наверняка это стригерило сторону американскую, сказал о том, что, ну, вот эта идея про разрушенные города, неправда, да, есть и разрушенные города, но есть города целые, дежаврие життя, сказал, что вот еще, вы знаете, наверное, такую информацию распространяет Владимир Путин, типа, про разрушенные города, ну, в этом, типа, тонкий намек можно уловить на его когда-то прежний комментарий о том, что Дональд Трамп живет в пузыре российских нарративов, дезинформации. Ну, дальше, короче, вы слышали, самая, типа, острая часть, которую везде этот фрагмент был, все его видели, это уже спор, влез просто со своим комментарием вице-президент США Ди Венс, и, ну, вот, правильно, конечно, люди пишут, что не надо было, но там, ну, все было провально, не было бы этого разговора, не было бы такой остроты, не было бы этого спора с Дивансом и потом того, что было дальше. Ну, просто закончилось бы плохо, все бы сказали, что Зеленского унизили, обоссали, он там сидел как побитая собака. Ну, точно так же ушли бы ни с чем, потому что вопрос противоречия оставался все равно по этой сделке. Я, понятно, думаю, дело тут не в этой пресс-конференции, как я сказал, дело в том, что не стрельнула темка с тем, чтобы Трампа как-то переубедить заранее. Не знаю, почему не стрельнула. Да, конечно, правильно люди пишут, что, наверное, Дивансу не стоило с ним влазить в дискуссию, потому что он человек довольно критически настроен ко всей вот такой, ну, привычных для Европы нарративов, да. Ну, привычных для Европы нарративов про там, ну, вы сами понимаете, мы слышали его комментарии про отмену первого тура выборов, результатов первого тура выборов в Румынии. В общем, ко всей такой
привычной для Европы риторики, он к ней довольно критично настроен и умеет сказать об этом резко. Ну, то есть, что говорит о том, что он скептически к президенту Зеленскому лично настроен. Не стоило, наверное, просто с ним взаимодействовать. Но это не то, чтобы, мне кажется, кардинально на что-то повлияло. Ну, сделало хуже, конечно, чем могло бы быть. Но, скажем так, понимаю, почему президент не сдержался. Надо, конечно, сказать, что, зная характер, зная темперамент нашего президента, о чем я много говорил, не проходит ни одного общения ни одного общения его с журналистами, да, особенно раньше, когда Украина была более свободной страной и приходили журналисты, которые задавали президенту какие-то неудобные и критические вопросы, не проходило ни одного разговора, где бы он не перешел на повышенные тона и чуть ли не на личностные оскорбления. И, ну, за эту открытость президента я всегда ценил, да, и за эту честность. То есть в общем, он темпераментный человек, и вот это, конечно, он себя, бля, охуенно сдерживал на самом деле, и это видно кое-где, где он хочет что-то сказать, но не говорит, то есть он бы их мог, я думаю, охуенно перекричать. Ну да, еще нельзя не сказать о том, что языковой барьер, а на английском языке он говорит не очень хорошо, но, конечно, он понимает, что он сейчас может, ну, может, блядь, и вдвинуть, конечно, да, там, но от этого зависит во многом судьба Украины и украинцев, то есть это поддержка, да, в общем, накалять не нужно, нужно перетерпеть, то есть, ну, он сильно себя явно сдерживал, понимая, насколько для нас это важно. Это, ну, что-то хорошее же нужно сказать, правильно? Я просто описываю то, как я вижу ситуацию, скажем так, не хочу выносить в этом случае оценок. Ну да, да, про переговоры президент что-то там вот тоже, и этот, мне кажется, это довольно лицемерно, я это выделял еще на том интервью, ну, у меня все крутится вокруг него, потому что то важная точка, она, мне кажется, просто таким примером, да, того, картой такой, как президент видит взаимодействие с республиканцами, ну и с новой администрацией в том числе, то интервью Лекса Фридмана. Президент очень злоупотребляет, и в этом просто чувствуется его умысел, да. Ну, мы-то, как украинцы, точно знаем, что там Бог не очень важная наверняка вещь всегда была о системе ценностей, но он очень злоупотребляет вот этим словосочетанием God bless. God bless то, God bless это, God bless все. Ну, для меня это выглядит смешно, не знаю, насколько это американцы считывают, но там вот тоже он God bless, God bless. Да, ну, его, вы видели, перебили. И, ну, короче, еще раз просто был доказан этот момент, что, типа, на людей не расположенных, да, к Зеленскому, конечно, эта агенда не работает, да. Основным таким моментом, да, где все обострилось, где изначально хуево настроенные к нам люди, да, американская администрация Дональд Трамп, Ди Венс, Рубио явно изначально не очень дружелюбно настроенные, в явно не очень дружелюбном в этой явно не очень дружелюбной пресс-конференции, конечно, вот такой искрой выступило то, что президент Зеленский начал толкать опять эту адженду, которую, ну, это самообман, я всегда говорил, хотя, возможно, такое и будет, хуй его знает. То есть, не отрицая этого, все-таки убеждать себя в этом не стоит, да и народ Украины тоже, да. Он им сказал, что там президент Трамп, он любит говорить о том, что нас с Европой разделяет океан, пускай они там и ебутся. И президент возразил, сказал, что, ну, после, там, в случае нашего краха, да, если что-то случится, то вам придется воевать, вашим солдатам, и, ну, в общем, война придет куда-то к вам. И вот это, конечно, всех сильно подорвало, они почувствовали в этом, ну, я не скажу, что они почувствовали в этом атаку на себя, они просто почувствовали возможность, что, ну, вот тут мы сейчас Зеленского, в принципе, и разъебем. Ну, так оно и было, короче. Так оно и было. Потом президент Зеленский сказал, что позвольте задать вам вопрос, и там, ну, начал чёс вот этот про, ну, дальше все это так и завертелось, в общем. Ну, в общем, да. Такая, по сути, по сути, наверное, не очень важный был, и не очень осмысленный, и не очень структурированный пересказ этого, и, как я уже говорил, скажем так, можно было его сгруппировать, можно было его упрессовать, можно было его архивировать, ну, до каких-то вульгарных, обычных, самых простых строчек. Сейчас очень любят писать, ну, правда, и мы это слово использовали там, наверное, стримов 5 назад, да, что в смысле нагнуть, пытались нагнуть. Сейчас, когда нас не нагнули, то они начали писать, что нас не нагнули. Если бы нагнули, они бы этого не говорили, да, условно, АПшные ломы пишут, что, ну, не получилось нагнуть. Не получилось, конечно, нагнуть, но это, конечно, невозможно это выдать за победу или за что-то позитивное. Это, конечно, блядь, был полный провал. Полный провал, в смысле, самом простом политологическом, нужно было сливаться с этой пресс-конференции, если не
получилось достичь той цели, которую президент верно декларировал, попытаться встретиться с Дональдом Трампом раньше Путина, попытаться его убедить в своей картине мира хоть как-то, да, хоть как-то завоевать его какое-то большее расположение, большую лояльность. Если это не случилось до этой пресс-конференции, от нее надо было отказываться, это однозначно. И в этом, конечно, точно есть провал. И как он на нас отразится, если действительно мы лишимся поддержки США, да, ну, то есть все, резюмируем все тем, что президент Зеленский, скажем, обтекаемо покинул Белый дом, сделку не подписали, ну, на данный момент. Дональд Трамп в своей сети, вот той, блядь, придурковатой, да, трус написал, что президент Зеленский, блядь, пускай возвращается, когда это самое проспится, пускай возвращается, когда будет более расположен к миру, когда будет готов говорить. Ну, то есть все выглядит так, что, ну, процессы необратимые, и тот формат сделки изначально, да, то есть то, как противоречиво звучали требования сторон, то есть американцы на нас навязывают долг, во-первых, долг задним числом, да, то есть брали мы помощь не в долг, они говорят, нас теперь убеждают в том, навязывают нам долговые обязательства, более того, навязывают нам долг более высокий, чем та поддержка, которую мы получили не в долг. Там тоже президент пытался на это возражать, но это бесполезно, когда это там обсуждалось. Помимо этого, нет гарантий безопасности. Ну, то есть, в общем, все эти противоречия делают сделку маловероятной. Не получилось поехать переубедить. В общем, если все это суммировать комментарии сторон на данный момент, то складывается впечатление, конечно, что мы действительно, не сказать, что совсем неожиданно, но в этом смысле, ну, случился один из худших сценариев. Лишились поддержки ключевого союзника, и какое-то сулит нам будущее. Ну, то есть даже вопрос не военной поддержки, наверное, вопрос дипломатии. Очевидно, что в Киеве, ну, это путь такого наименьшего сопротивления. Мне казалось, что они его придерживаются, но как-то, видимо, ну, вот тут чего-то не дожали, зря согласились на эту пресс-конференцию. Но тоже это, видимо, был большой риск со стороны офиса президента, в смысле поехать с предложением сделки, в надежде, что там на ходу удастся для себя более выгодную позицию завоевать. Типа, большая была авантюра в этом смысле. Но просто какие могли быть альтернативы, да, сложившемуся? Ну, просто резюмируя, да, если все будет так, как сейчас выглядит, то, ну, да, на мой взгляд, расчет офиса президента должен был быть такой, да, до последнего пытаться играть по правилам Трампа, надеясь на то, что раньше моргнет Путин, то есть перебрасывая мячик прекращения огня, да, вот этот, кто сейчас сопротивляется миру, торгуясь с условиями, то есть там условно быть готовым на прекращение огня. Я понимаю, что мы сейчас говорим об очень абстрактных вещах, обладая очень малой информацией, но уже какие итоги, да. Я просто к чему веду, что да, например, в такой форме, что мы там согласны на все подряд, и потом ждать от Путина того, что он начнет, например, не соглашаться. Почему? Потому что Курская область, да, ну, города в Курской области, потому что конституционные территории, которые Украина не хочет отдавать, да, территории вписанные, которые они вписали в свою конституцию российскую, но которые находятся под контролем Украины. Ну, в общем, чтобы какие-то проблемы были на стороне Москвы, чтобы, скажем, давление было на нее, да, чтобы не складывалось впечатление, чтобы не моргнули мы раньше, и мяч этот не был на нашей стороне в этом смысле, да, и мы не выглядели той стороной, которая мешает договориться, да. Но в то же время понимаю логику президента, и мне кажется, вся правда кроется буквально в его словах. Наверное, он действительно боится того, что Путин просто нарушит договоренности, да, по прекращению огня. Понятно, что, ну, нужно ли вам говорить, и мы можем спокойно с вами мысленно в памяти своей вернуться в прекращение огня те после 2014 года, да. То есть это всегда обоюдное обвинение сторон. Доказать там что-то невозможно потом в тех условиях, кто что там нарушил. А у Дональда Трампа, очевидно, и офисе президента тоже, видимо, это понимают, да, расчет очень простой. Добиться прекращения огня, после этого сказать, что это проблема Европы, не способной ни на что, очевидно, да, ни на какую защиту. И если потом вдруг начнется война, он скажет, ну ебать, я свою часть выполнил абсолютно, да, я обещал сделку, я ее сделал. То, что они там не способны, не справились, это не мои проблемы, проблемы их и Европы. Такого исключать нельзя, и, видимо, этот страх... Ну, помимо еще того, что ультиматумом ставят ему, по всей видимости, уход от власти и навязывают вот эту сделку. Ну, в общем, большая авантюра, итоги хуевые.
Ну да, так случилось, как кажется, что вот в этом смысле дипломатическом худший разрез, да. Теперь очевидно, что, ну, это уже сформулировал Трамп в своем посте, что противником мира выступает украинская влада, да, и теперь они будут пытаться подавать такой нарратив. И как далеко они могут в этом зайти, и что для этого сделать. То есть, а какие... Давайте просто пофантазируем абстрактно, не зная даже завтрашнего с вами дня, какие это может, типа, как это может развиться, во что это может развиться, и какое вообще будущее нас может ждать с вот такими вводными, которые мы имеем с вами на данное время, да, на 23:19 по Киеву. Ну, предположим, что дальше продолжатся попытки договорника по линии буквально прямой Вашингтон-Москва, да, что они дальше продолжат вести переговоры, когда-то там дойдут до дела Украины. И, ну, то есть раньше, как я понимаю, был план какой? Надеяться, что, ну, для Киева самый удачный в сложившихся обстоятельствах, это надеяться на то, что там что-то рухнет, да, что вот эта линия переговорная, там и с нашими усилиями, как угодно, как-то рухнет, да. Ну, то есть у них, видимо, такой был бы самый адекватный расчет, ждать каких-то, скажем так, противоречий по той линии, да, чтобы не быть первыми в этом списке на умиротворение, скажем так. Но поскольку сейчас это уже никак не сработает, то есть, ну, давайте представим, что они дальше ведут переговоры, и в процессе этого чего-то они там договорятся, потому что Дональд Трамп страшно, блядь, настроен на какие-то там сделки, миры, и думаю, что он там даже при всем желании, наверное, не сможет так это все укрутить, что, ну, я пытался, но президент Зеленский не договороспособный персонаж оказался. Я думаю, вряд ли он сможет, вряд ли он сможет этим отстреляться, да, все-таки с такими обещаниями о мире. Хотя нужно сказать, что он это несколько раз повторял, что либо, блядь, мир будет, либо не будет. Либо ты сейчас подпишешь сделку, что он сказал на вот этом охуительном, на вот этой охуительной пресс-конференции, да, либо ты подпишешь сделку, либо, блядь, нихуя не будет, мы уходим. Мы уходим, да, но представить, что они продолжат переговорный процесс, будут говорить дальше и договорятся до каких-то предварительных условий, потом они их предложат нам, ну, в смысле не нам, а президенту Зеленскому в Киев, да, и вот тут дальше тоже, опять-таки, какие наши перспективы, то есть как убедить теперь нас пойти на эти условия, до которых они договорятся, то есть это уже будет санкционное давление на нас, или ограничение, ну, какого-то вида реально санкций, или ограничение на продажу нам вооружений, от которых мы очень зависим, да, там основа нашего ПВО, американский комплекс Patriot, например. Ну, в общем, то есть это, если раньше были сценарии довольно плохие нашего будущего, то сейчас они стали значительно хуже, да. Опять-таки вопрос того, как это видят в Москве, то есть как это считают в Москве, насколько теперь в Москве заинтересованы будут в таких переговорах. В общем, это все много вопросов. Понятно, люди сейчас там в купюрном угаре какой-то огромный расчет, огромные надежды возлагают на европейские страны, их какую-то совокупную мощь, да, что они сейчас как-то смогут скооперироваться. Честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. Такую решительность они не проявили ни разу за всю войну, ни разу за всю войну. Такую решительность они не проявили ни разу за всю войну, и в этом смысле мне кажется, что решительность не то, что не их конек, а совершенно не их свойство. Но раз они его никогда не проявляли, наверное, у них его и не будет. При этом они хорошо умеют проявлять отсутствие едности, да, у себя, отсутствие какого-то единого мнения устойчивого. Они хорошо умеют, да, конечно, хорошо умеют губную поддержку. Я не сомневаюсь, что эти дни будет много заявлений о том, что мы вас поддерживаем, мы с вами. Но для Украины сейчас, если действительно американская помощь пойдет на спад, не будет продолжена, или если, не дай бог, Украина столкнется с каким-то спротивом со стороны Вашингтона, то губных поддержек будет очень мало. Нужны срочные какие-то решения по восполнению, наверное, ну, в финансовом плане половины нашего финансирования. В плане военном большей части, да. Ну, в общем, делает это наше будущее очень печальным. И суммируя это все, поражают люди, которые выдают это за, блядь, какую-то сумасшедшую перемогу и обретение Украиной субъектности. Это охуенно плохо, то, что случилось. Как этого избежать? Ну, очевидно, да, была такая, скажем так, авантюрная, но опять-таки, а что здесь можно было еще предпринять? Потому что события развиваются очень быстро, и время идет очень быстро, да, с таким давлением на какие-то переговоры.
Да, надеялись поехать переубедить, но не получилось. Не получилось. Да, я, в общем, все вел к тому, что надеяться, наверное, на решительность союзников бессмысленно. Они ее не показывали. У них есть определенные, ну, можно сказать, физические ограничения на эту решительность, да. Ну, то есть буквально та структура того, как устроено принятие решений в Евросоюзе, непосредственно в европейских странах, то, как они устроены финансово, то состояние, в котором пребывает их оборонная промышленность, все это, наверное, вещи, которые можно изменить, но не быстро. А события развиваются очень быстро. Опять-таки, нельзя не сказать, что все эти страны с губной поддержкой и сами Соединенные Штаты с прошлой администрацией действительно три года они смотрели и поддерживали Украину. 3 года прекрасной поддержки, 3 года наблюдений за тем, как тают украинские возможности к обороне. 3 года наблюдения за тем, как тает наш военный потенциал, да, причем в категориях невосполнимых, такая как живая сила, такая как наша какая-то усталость от войны, в общем, да, наши какие-то политические и социальные настроения, связанные с военной линией, да, то есть восприятие мобилизации, мобилизационных процессов, то действительно было время, когда можно было на что-то повлиять, то можно смело сказать, что было время, когда была возможность победить, когда была возможность напугать Москву неуправляемостью конфликта и добиться для себя каких-то, возможно, гораздо более выгодных условий, чем мы имеем сейчас. Но 3 года они последовательно исполняли губную поддержку, 3 года последовательно наблюдали просто за гибелью наших людей с плохим оснащением, с плохим финансированием, с ограничением по применению вооружений, да, то есть, да, не до конца понятно просто, что в этих условиях следовало делать нашему руководству. Ну, то есть, наверное, делали все, что возможно, но пренебрегали, как я уже говорил, когда говорил о президенте Зеленском, во многом, наверное, пренебрегали какими-то внутренними ресурсами, но насколько они могли бы нам помочь вот в условиях, которые сложились сегодня, да, глупо винить прошлую администрацию, американскую, да, в наших провалах, потому что это все-таки американская администрация, нам она реально, по сути, ничего не должна, как бы мы ни просили и не умоляли об этом. Но в целом, понятно, события произошли только сегодня. Наверное, довольно бессмысленно наблюдать за рефлексией украинцев, потому что сейчас, конечно, у нас каждый день нападения, да, в смысле, ну, в таком социальном, в смысле в информационном плане. Каждый день, будто бы первый день войны, в смысле єднання навколо президента, то самое объединение вокруг флага, известный феномен. Каждый день, конечно, ну, психоз неадекватный. Понятно, что последствия типа наступят позже и осознание. Но в целом интересно, насколько в долгосрочной перспективе происходящие события украинцам донесут ценность, реальную ценность западных ценностей, реальную ценность існування України в західних інтеграційних об'єднаннях. Ну, то есть, даже самые умные люди, я их сейчас читаю, и тут дело не в личных качествах, а в смысле реально образованные люди пишут там какие-то памфлеты, что там наш слон и так далее. Не абсолютно непонятно, чему они радуются. То есть, ну, события катастрофические, откровенно. И никто не пытается задуматься над тем, что было сделано неправильно и как можно было на это повлиять, и как мы, в принципе, до такой жизни дожились. Что можно было предпринять, чтобы этого избежать. Ну, то есть, наверное, эта поляризация, замкнутость нас по итогу на одной стране, ну, сыграла с нами плохую шутку. Это было халатно, в общем и целом, это было халатно. Ладно, друзья, ну сами понимаете, по горячим следам очень все ангажировано эмоциями. Давайте попытаемся с вами пообщаться и надеюсь на то, что вы сможете как-то поддержать разговор. Окончательно хороним договорняк, вы пишете. Я не знаю, мне просто сложно представить, как Украина будет вести войну, как Москва будет теперь вести войну. Мне сложно представить, потому что, конечно, какие-то рамки разумного в вопросе отношений Вашингтона и Москвы в плане того, что для Вашингтона Украина и украинское керівництво, украинское правительство играло какую-то особенную роль. Это была важная деталь, я надеюсь, она не пропадет сейчас, потому что это тоже очень важно. А как собираются, да, как собираются вести, теряя ключевого союзника, я не знаю. Ну, тоже мы поспешно делаем выводы в смысле потери ключевого союзника. Возможно, все риторикой, безусловно, смертельно вредной для нас. Возможно, все ею ограничится, правда.
Дилер на раздаче поганий. Ну да, карточные аналогии. С шулерами в карты не играю. Это правильная мысль, которую президенту нужно было сразу взять. Ну, понятно, что он пытался, ну, на очень вражеском поле сострить. Понятно, что они уже как ястребы на него накинулись и давай его терзать. Он сказал, что у вас, кроме нас, никаких козырей нет. Ну, в чем он, наверное, прав. Но тоже, что с того хорошего. Тут просто такая сложная система, безусловно. Охуенно хамски они себя повели, понимая условия, в которых мы находимся. Не знаю, я думаю, и вы с таким часто в жизни сталкивались, где есть человек, от которого вы в чем-то зависите, и он, пользуясь этим, ведет себя по-хамски. Это всегда очень неприятно, и сделать с этим ничего нельзя, потому что ты зависишь. Вот мы в этих условиях. Но с другой стороны, опять-таки, а как мы дожились до такой жизни? То есть в полной мере не могу и не должен нихуя никому стать на такой, стать таким раскоряком на 4 кости, что, блядь, там, наш президент, какой же он сильный, какой же он классный. Не, ну то, как они поступили, безусловно, было и подло, и хамски. Объективно. Зеленский очень наивен, пишет человек в чате. Он думает, что можно показать страшные картинки и разжалобить. Ну, камон, это не смешно даже. Ну, я согласен, что, типа, несмотря на весь цинизм, да, таких разговоров, действительно, это, типа, их не покупает, этим их не проймешь. И они об этом много раз говорили. И я вот об этом и говорю, когда имею в виду, что президент проталкивает свою адженду. Ему надо было, ну, если и попытаться. Опять-таки, думаю, он делает это, пытается это делать во благо, да, но попытаться, может, какие-то другие ключи к ним подобрать, кроме тех, которые он пытался, да, ресурсы и так далее. Но в смысле вот это причинить добро, в смысле мы спасители Европы и вас, чтобы вы не воевали. Ну, на них это не работает, и они об этом много раз говорили, но я тоже всегда эту риторику критиковал. Хотя мы понимаем, что президент пытается взять какой-то, да, какие-то возможности выбрать в сложившейся ситуации. Зеленский не мог отказаться, ведь таким образом он слыл трусом, а так трусом остается только Трамп. Да не, блядь, так мы полностью, блядь, по уши в говне остались. Ну, то есть, и не стоит недооценивать дипломатическое влияние этого, то есть, однозначно это плохо на нас скажется во всех смыслах. То есть, вы не должны там заблуждаться в этих всех признаниях в любви. Конечно, они держат нос по ветру и всегда ориентировались на ответственность США в этом вопросе, в вопросе поддержки Украины. Помимо того, что есть еще страны, кроме Европы. То есть то, что нихуя хорошего не случилось, это однозначный факт. И то, что лучше бы, чтобы этой пресс-конференции не было, это тоже однозначный факт. Ну и тоже, как бы не считал то, что случилось несправедливым, ну невозможно. Невозможно хоть читать, открываешь как канал этого, блядь, Гороховского, да. І що ми там видим? Да, Гороховський пишет: «Щепити зуби та об'єднатися. Русский воєнний корабль, іди нахуй. Щепити зуби та об'єднатися». Не, ну щепити, конечно, но... Чем он конкретно рискует в этой жизни? Козел. Да, вы знаете, не первый раз вижу эту мысль, вот типа Зеленский, там, это, ну, американская администрация против европейского, не знаю, эстеблишмента, да. Зеленскому надо было играть на опережение, тоже занять такую антиевропейскую позицию, превратиться в такого типа, блядь, типа Орбана, да, подсоса Трампа и типа говорить: да, блядь, Европа хуёва, леваки, мигранты, мы другие, мы крутые. Блядь, да вряд ли в этом проблема, да, тут вопрос принуждения нас к миру, который Зеленский считает небезопасным, не хочет на него идти по множеству причин. В том числе и внутриполитических, безусловно, да, вопроса собственного политического будущего, но тем не менее. То в этом смысле, ну, наверное, кроме потери еще и европейской поддержки в этом вопросе ничего бы не произошло. Бля, ну эти люди из разных обл. Администраций, рассказывая, какой непоколебимый Зе. Ну да, там разнарядка вышла. И парламент выпускал же, там 2 раза, блядь, голосовали за поддержку президента. Это смешно, конечно. Ну, блядь, смешно, но хуёво очень все. Пояс из жидкоземельных металлов, правда. Напевно, Андрій Борисович кинув кліп. Я просто не пойму, а типа в чем была изначально вот эта идея привести этот пояс? Реально не понимаю. Кинув кліч, щоб пояс привезли, по типу вже Fergie Time настав і треба вигравати війну і отримувати пояс чемпіонів. Да, ну то, что это войдет в историю, это правда, конечно. Хотя в какую историю? Столько всего мир видел, и оно забыто, помнят об этом три калики, но в смысле типа такого
распиздоса, такого унижения, да и хамства в том числе, конечно, не было, не было. Понимаете, я просто не знаю, как выразить более в широких терминах и в более адекватной какой-то формулировке, более адекватных словах, не знаю, как выразить. Ну, безусловно, то, что произошло, катастрофа. Но, наверное, закономерная и предсказуемая катастрофа, довольно планомерно, к которой мы шли, начиная, наверное, с 2014 года. Да, безусловно, под давлением Москвы, опасаясь ее, но тем не менее, это было халатно, как я уже сказал, это была преступная халатность, и она закономерно захлопнулась таким образом. Просто пытаюсь вам как-то объяснить, да, полунамеками, что нужно остерегаться, блядь, просто тех, кто постоянно повторяет одно и то же, что вы уже, блядь, привыкли слышать. Так наша страна навсегда погрязнет, блядь, в региональных этих конфликтах и не увидит светлого будущего развития просто, блядь, никогда. Этого не случится никогда, если постоянно жить в этих категориях, да, привычных для нас каких-то региональных нарративов. Нужно слышать что-то новое, нужно это как-то преодолевать, нужно как-то находиться над этим. Это нужно как-то, в общем, абсорбировать, понимаете? Иначе все закончится тем, что Украина просто, наверное, в очень обозримом будущем попадет в полную зависимость от Москвы. И все. И тогда можно будет, ну, забыть о том, что что-то, какая-то надежда на перемены вообще возможна. Хорошо, читаю чат. Бувший президент Франції писав, що коли були переговори між Путіним і Порошенко в Мінську, то вони один на одного кричали. Не сомневаюсь, кричали, и мы помним тот комментарий, да, который Порошенко дал, ну, короткий, да, который он перекинулся фразами с Лукашенко, сказал, ну же, блядь, меня там дурит. Ну, то есть понятно, что это такой вопрос, ну... Люди как-то себе иначе представляют переговоры, но интересно просто как, типа... Видимо, там, простите, извините, дорогой друг, у нас с вами вот здесь не так. Да не, ну вы чё? А мог ли Вэн специально сорвать переговоры, задавая провокационные вопросы? Да я вот типа не считаю, что они специально хотели сорвать переговоры. Просто, ну, то, как выглядели их отношения, так они и проявились. И офис президента надеялся раньше, да, поговорить, как я понимаю, с Трампом и изменить просто специфику этих отношений, да, изменить тон, да, изменить отношение друг к другу. Ну, а конкретно, конечно, изменить взгляд Трампа на Зеленского. Но этого не случилось. А дальше, думаю, это уже вот мелочи в целом, мелочи. Ну, опять-таки, можно было просто сидеть и молчать. Все равно был бы, ну, выглядел бы обоссанным, да. То есть там бы сказали все те вещи, с которыми Украина публично не согласна. Ну, то есть не особо, скажем так, ну, все равно мы бы не прочли никогда об этих переговорах, о том, что они, о, какие удачные, как классно посидели. А касательно сделки, как я сказал, это, да, в том новостном блоке, ну, были изначальные противоречия. Надежда была их устаканить, да, изначальные, ну, надежда была встретиться. Наверное, все-таки это само предложение было предлог, потому что изначально были очень противоречащие требования. Они нам навязывают долг, с долгом мы не согласны, мы хотим гарантии, они гарантии давать не хотят. Да, но это все еще и в условиях, що ми, типа, блядь, діватися некуда. А нахуя він там був потрібен на зустрічі двох президентів? Ну, на самом деле, зустріч двух команд, да, там был наш глава офиса президента, но он ничего не сказал. Нужно ли сказать тоже, что, ну, можно понять логику президента Зеленского, когда он требует гарантий, которые нам, конечно, не дадут, да, а ему в ответ на это говорят, что я гарантия, блядь. Ты доверься просто. Понятно, что, наверное, Путин такими гарантиями не будет впечатлен. При этом президент, конечно, ну, тут в полном говне, в смысле, это потеря власти, потом поносение за все, что было. Нужен ответ, спасибо. Не, перемирия, походу, не будет 20 апреля, дружок. Ну, скажем так, нет поводов считать, что оно наступит. Их и до этого, честно говоря, не было. Кроме надежд и мечты, да, желания пожить бы, блядь, подольше. До речі ж, закрили майже всі можливості виїзду за кордону для чоловіків типу шлях, журналісти і діячі культури тепер теж не виїзні. Що думаєш про це? Да, думаю, что... Я говорил, что следующим этапом будет, когда будут сотрудника пристраивать личность в штатском к выездным, да? Ну, типа, поехал там артист на концерт, Монатик поехал на концерт, а с ним люди с конторы, да, едут тоже. Там следят, чтобы он правильно все говорил, блядь, да, и вернулся обязательно. Что я про это могу сказать? Ну, на меня это никакого влияния не оказало. Ни шлях, ни журналисты. Да и, блядь, темщики все время съебывались. Мне на это похую, честно говоря.
Абсолютно, да. Наверное, розценки виростуть теперь. Чому вважаю, що піддакувати гарна стратегія? Кому піддакувати? Типа, тут уже похуй было на вот этой пресс-конференции. На нее не надо было соглашаться, а піддакувати или нет, на ней это без разницы. А почему они до этого поддакивали? Потому что надеялись на встречу. Ну а как, що ти имеешь в виду піддакувати, ну, з української сторони? Типа, есть их требования, есть, типа, для нас неприемлемость этих требований. И есть отсутствие наших требований с их стороны про гарантии. Ну, типа, про что тут піддакувати? Либо соглашаться, либо нет. Насколько вообще война в Украине важна для рядовых американцев, чтобы этот мир был так важен для Трампа? Но он важен, потому что он его наобещал. Наобещал. Если он этого не выполнит, то ему это будут вспоминать. Долго и мучительно все. В Конгрессе все его, блядь, оппоненты будут его нахуй там дрочить этой войной, а в контексте еще того, что сложилось, его еще обвинят в том, что он Украину сдал. Так что, конечно, он в мире заинтересован очень сильно. На шлонисты, конечно, да, коли тобі не вмирать. Ну, я вот тоже пытаюсь подойти к этому с точки зрения рациональной. Ну, вот Гороховский, понятно, ему умирать не надо, у него бабок хуева гора, дети его безопасности, все у него пушка. И он тут связан только тем, что банк у него, да, понятно, отожмут, если захватят все. Ну, типа, вот такие проблемы. С другой стороны, он считает себя лидером общественного мнения и считает своим долгом поддержать боевой дух украинцев. Даже не знаю, то в этом смысле обвинять его, наверное, в лицемерии бессмысленно. Но просто если бы он что-то кроме этого мог предложить в жизни, да, ну что-то какой-то свежий на что-то взгляд, блядь, какую-то, может, идею, как выйти из этого, нахуй он нужен. Я понимаю, что он метит в политику, пошел он нахуй. Ну, то есть при всем его уважении поддержать боевой дух украинцев. Благо мне не нужно нихуя поддерживать, бы меня никто не смотрит. Да. И не надо выбирать между там правдой, блядь, или бойовим духом, да, там і так далі. Скоріше за все, європейці наобіцяли допомоги Зеленському, то він влаштував сценку. Да що вони йому наобіщали, що вони можуть йому наобіщать? Опять-таки, это, если то так сложись обстоятельства и так и продолжится вектор развиваться украино-американских відносин, как мы сейчас это с вами наблюдаем и чувствуем, да, надеемся, что это не так. Но если все продолжится так, то, ну, они пойдут дальше. И об этом мы тоже, да, когда-то говорили, что, ну, если они захотят, они могут пойти дальше, и рычагов у них очень много давления на нас. Чем это отличается от «я вам ничего не должен, я должен своим родителям»? Вроде как всегда рвется в окружении политсоперников, точно так же, как интервью с Бутусовым и злыми журналюгами в 21-м. Ну, такой темперамент, ничем, наверное. Но я опять-таки, тут вопрос просто, мы о чем говорим, типа, что у президента злой умысел какой-то, чтобы мы, блядь, вмерли. Ну, не в смысле вы, может, на вас и похуй, а в смысле краина глобально, да. Ну, нет, наверное. Ну, я не знаю, типа, а к чему я это сказал? То есть... Просто тут всегда нужно задавать вопрос, а как президент мог повлиять на обстоятельства до войны? Да вот я просто думаю, наверное, никак. Просто я обычно критикую по этой линии, да, потому что как война началась, это уже полная жопа. То есть это уже худший из сценариев. Но что можно было сделать, чтобы этого не случилось, не до конца понятно. Я не понимаю твою логику. Зеленский приехал подписать договор с основными союзниками с президентом самой сильной страны в мире, Казахстана, что ли? Не, я думаю, он приехал пообщаться с президентом Трампом, а не подписывать договор, потому что в договоре пока что, ну, противоречивые требования у сторон. Зачем ему объяснять, что не хочет этого делать во время пресс-конференции? Но он пытался им как-то возразить. Зачем требовать гарантии в этот момент? Генерал Пак тоже ничего не хотел подписывать и кричал, что будет воевать до конца, но на него надавила ее собственная элита, и он попустился и выиграл больше. Ну, как я сказал, нельзя отбрасывать темпераментность президента. Но опять-таки, если бы он молчал, это же нам никак не гарантирует подписание этой сделки, да. То есть, ну, он бы посидел, помолчал и уехал бы потом домой. Я к чему, что вряд ли бы что-то поменялось. А то, что он не был настроен ее подписывать, это, ну, наверное, понятно в том смысле, что разные требования, да. Ну, то есть мы хотим гарантии безопасности, не признаем долг, они нам навязывают долг, не дают гарантии безопасности, но вроде как никак не стыкуется это друг с другом. А що делать, непонятно. Стрімер, ти не розстраюйся, сьогодні була лише риторично-дипломатична катастрофа, а дуже скоро фінансова та військова, відповідно, після політична ще все попереду. Я ж тут живу, я не можу не розстраюватися. Но я надеюсь, що все как-то, типа, немного, может, попустится реально, да. В смысле, президент же Зеленский написал позитивный пост. Спасибо президенту, спасибо американскому президенту, спасибо американскому народу, всем очень благодарен. Чего он им не вспомнил этот Будапештский меморандум? Да, если не попустится, то, ну, перспективы, блядь, такие, я о них стараюсь не думать. Какие переговоры Зеленского и Трампа? Он приехал молчать и слушать, что ему скажут делать. Вместо этого развел клоунаду, какие-то фотки притащил, пояс усика. Он что, угорает? Ты что, и угораешь?
А ничего тот факт, что мы, блядь, не согласны без гарантии. А почему нельзя? Республиканский Fox News так быстро согласился взять интервью. Ну, потому что сейчас он не на хайпе. Перспективы хуёвые. Я думаю, главная претензия, обида команды Трампа, что Зеленский и его команда поддерживали Харрис, и Вэнс об этом сказал. Так в чем они поддерживали? Все остальное, я думаю, что ну, задолго до, возможно, еще на окончании первой каденции Трампа. Ну, я думаю, что вот это, да, вопрос буквально какой-то вот из плоскости межличностных отношений, да, межличностных відносин. И, конечно, то, что, ну, глубоко им похуй на Украину. Ну, в смысле, они там такими глобальными категориями раскидываются: Китай, Россия, Европа, им это, ну, не особо важно реально. И все это вместе, ну, поставило в нас не очень важное положение там, то об нас и вытерли ноги. Помните, как уже почти неделю носились с мелкобританскими миротворцами? Так кто, типа? Да я, ну, блядь, есть несколько сценариев. Скептический, что они пойдут просто по следу США, как они это всегда и делали, тупо, ну, типа, мы с вами, но на деле начнут таять. Нарастят поддержку, но незначительно, и нарастят поддержку, но значительно. Ну, вот реально, блядь, какие еще могут быть исходы у этих вещей. Напросись на стрім до маргінала, в нього там очко згоріло від зелі, можеш норма аудиторії на цій неоднозначці залутати, правда? Можеш розкрити більш детально свою думку про закономірний ітог 14 та про небезпечність людей з незмінною риторикою. Ну, незмінну риторику ти і так все время наблюдаєш в соціальних мережах, да? Ну, то есть, тот контекст... Я понимаю, что, блядь, говорю словами, которые, наверное, ничего не значат, да, тот контекст нарративов, но тем не менее, да, те нарративы, в которых живет наше информационное пространство и в которых замкнулись мысли людей, он их явно приведет к полному, блядь, краху. Уже ведет, да. А касательно 14, ну, наверное, не стоило так поляризированно все вести, да, всю свою внешнюю политику. Ну, вывод очевидный. Вроде это несложно, в 2 словах можно сказать. Quiet Luxury пишет: Денис, найди возможность выехать. Смотрел стрим с админом какой-то радикальный. Ушел в СЗЧ, уехал в Германию. Ни капли стыда в глазах. Да у таких людей никакого стыда нет, но... Я люблю Украину, никуда с нее ехать я пока что не собираюсь. Я просто надеюсь, блядь, выжить. Надеюсь выжить. Это напрямую связано с вашей финансовой поддержкой, да. Бо начало войны я встречал тупо с нулем денег. Не то что с нулем, я был должен, блядь, бабке Гороховскому, Дубилету. Короче, это было очень тяжелое время, блядь, даже заправиться нельзя было нихуя. А, да, этот шакал заморозил кредитные деньги, блядь. Ой, как он любит, сука, украинцев, да, ебучка это. Гороховский. В начале войны он заморозил все кредитные деньги у людей. Это единственные были мои деньги. Я приехал на заправку и там обнаружил, что, сыночек, ты нихуя не сможешь заправиться, потому что добрый друг украинцев Гороховский заморозил те бабки, блядь, чтобы банк, потому что засался за свой банк, что он нахуй разорится сейчас. Короче, пошел он нахуй. Да, то я к чему? Не хотелось бы так встретить снова начало боевых действий в Киевской области, потому что это полный пиздос. Не пожрать, не посрать, полная жопа. Байдик, я тебе з кимось переплутав? Ну ти ж американець, ні? А, да, я тебе перепутав. Вибач, будь ласка, Байдик, дійсно перепутав. Тут того нік із 2 слов складався. Вибач, будь ласка. Дійсно, нехорошо получилось. Чи могли росіяни розцінити передвиборчі слова Зеленського про домовитись будь-якою ціною для порятунку життя як один з проявів слабкості, що послугав одним з факторів. О, блядь, ну ты Ладек вспомнил разговор, да, мы о нем столько говорили, блядь, что типа, а почему? Почему Путин решил? Потому что, типа, актеры и люди из вот такой богемной среды, ну, ты сам понимаешь, творческой, да, типа, более мягкие, и, типа, не пойдут на жертвы, то есть он не примет бой, не захочет брать на себя ответственность за жизни тысячи людей, их смерти, точнее, не жизни, а смерти. Или то, что он действительно не сможет переключиться с умиротворяющей вот этой миротворческой роли, и тоже таким образом не пойдет на конфликт, ну, потому что мир для него был важен, и он много об этом говорил. Неизвестно, что он расценил как слабость, или просто решил, что там это уже последнее уходящее поколение, или вопрос контекста международного, постковидного вопроса перспектив американской политики. Да. Ну, то есть до конца непонятно. То ли совокупность всех этих факторов, неясно на самом деле что. То есть, ну, как мы можем дать ответ за то, чего не знаем? А чи могли росіяни розцінити передвиборчі слова Зеленського про домовитись будь-якою ціною для порятунку, да, в смысле, вот этот желание мира пана президента Зеленского, то довоенное как слабость? Ну, может, и могли, но, блядь, был бы другой президент, говорил бы он про войну, сказали просто, что он милитарной своей риторикой ее призвал. Ну,
К ответу тут не прийдеш, в общем. Якби він мовчав, то у всякому разі не було б такого скандалу. Ну, просто написали б, що неудача полная, хуже, чем ждали. Зеленского облили помоями, он ничего не сказал и поехал домой. Ну, а, наверное, итоги, ну, может, в менее острых формулировках, но в смысле охлаждения были бы такие же, потому что они, видишь, на время давят и не дают времени, типа, подумать, что-то там, выработать какие-то стратегии, найти какие-то спасательные круги. Говорят, вот, сейчас, блядь, приезжай, подписываем, если не подписываешь, иди нахуй. Ну, то есть тут особо деваться некуда, если подумать, да, было. Ну и типа он бы промолчал, ну что изменилось бы? То же самое плюс-минус написали бы, сказали, ну, пан президент не готов подписать эту, блядь, хуйню, сука, с копалинами. Ну, пошел он нахуй покамись. Так если не согласен на договор, то зачем было переться в Штаты? Ну, последний шанс переубедить. Типа вопрос в отношениях между администрацией... Я это сказал же, вопрос отношений между администрацией Трампа и Зеленским, да. Надежда переубедить, причем последняя. К тому же деваться некуда, потому что они настаивают на этом договоре. Если мы его не подпишем, все равно, типа, проебос будет. Ну. А ничего, тот контекст, блядь, меня так этот мем прет дико. Что-то у меня друзья говорят, бля, вин так харится мем, а меня так прет дико. А ничего, что? Бля, ну охуенно. Ну ничего, это тоже пройдет, и это тоже пройдет. За шмот спросили, да сразу со шмота они подло начали. Ну, то есть понятно, что это вопрос ни о чем, и там видно, как он в крысу его задает. То есть вопрос чисто, чтобы обидеть. То есть, ну на какой, ну ты спрашиваешь человека, бля, у тебя вообще костюм есть? А ничего тот факт, что, блядь, перед американским народом сейчас. Ничего тот факт. Ну, блядь, пошел он нахуй, реально. Понятно, сразу был их настрой, и печально, в общем, все сложилось для нас. Я понимаю, что З не смог донести свою... Ебанаты, сука. Ну, такое чувство, что тут какие-то, сука, специфические люди. Ну, нет, обычные восточноевропейцы. Ну, чем они такое заслужили, непонятно. Я понимаю, что З не смог донести свою позицию. В такой ситуации это практически невозможно. Довели страну до ручки порошенковские сучки. Но зачем нужно было ухудшать ситуацию и демонстративно жечь мосты? Да он не жег, он там пытался наоборот же потушить пожар. Он говорит, не-не-не, я вам не пытаюсь ничего диктовать, не-не-не-не. Но это уже было до сраки. Все понятно, со Штатами есть шанс не потерять всю страну. Плохой договор или хороший, а есть альтернатива. Не знаю, как будут развиваться события. Но я, скажем так, скептик в этом вопросе. К тому же, учитывая, ну, все то, что я говорил до этого, да, что и до этого наши расклады были хуевые, как говорит президент Трамп, вы и так в жопе. Понимаю, что они последние люди, которых нужно жалеть, но так в моменте стало Зелебобу жалко, но все равно не заслужил он ее. Ну, мне жалко его очень сильно всегда было. Видно, что он сильно страдает, но я при этом не отбрасываю совсем мысль, что может это все часть образа, но вряд ли. Думаю, что он реально и очень нагружен, но опять-таки они сами все сомкнули на одно свое ведомство окончательно со страху. Ну и, конечно, вижу, что очень хуёво от несправедливости ему руки сжимаются в кулаки аж. И что он перед этим хамлом типа должен. Ну, жестокий мир, охуенно жестокий. Но при этом сказать, что сам пан президент добрый по отношению к своим людям тоже. Ну, несмотря на то, что, наверное, желает большого блага. Ну, может, где-то, ну, это гадание, блядь, на психологических портретах. Может, где-то и в этом самоубеждении, причинении добра, что мы защитники всего человечества. Может, он так, в том числе, и через какие-то похожие психологические призмы смотрит и на украинский народ. Не, я считаю, вы пишете, что за этого не заслужил. Не, я считаю, он не заслужил. Он говорит, я ему не верю, он говорит, что я не пожалел о том, что стал президентом. Я думаю, он 1000 раз пожалел, конечно, потому что ну, не ожидал он, что такой, типа, вес ляжет. Нужно посмотреть реакцию Европы. Так а что ее смотреть, блядь? Ну реальность охуенно тоже в этом плане жестокая. Дело же не в риторике, да, европейских стран, а в том, что все-таки очень ограниченных ресурсов, в том числе там и административных, да. И ну где те были моменты? Найдите мне тот момент их мобилизации. Ну может он сейчас настанет, но я слабо в это верю. ЕС все деньги уже потратила на свои трудовые ресурсы. Они теперь фонд помощи после ковида перетащили в оборону. Не знаю, они сольются, будут предлагать помощь, но оружие не дадут, только если советское последнее вытащить. Они все советское вроде уже отдали, там даже, блядь, какие-то БРДМ и цвета, блядь, туалета советского. БРДМ-2, в смысле, блядь, еще машины нахуй. Времен дедов. Я не знаю, ну, на самом деле я понимаю разочарование президента, все спокойно может пойти по худшему сценарию, что и, ну, мы его когда-то называли уже, да, что просто они по каскадному принципу отлетят все.
Ты ебанутый, а ничего тот факт, что с нами еще Литва, Дания, Эстония вместе. Вы гоните. Не то, блядь, ничего, что вы тут зраду развели. Да, Европа знает, что я парю, и сама мне жижу покупает. Бля, ну это же полный пиздец. Да, друзья, да, я имею в виду, что не слушайте тут, блядь, постоянное хождение по кругу, блядь, в котором Украина замкнута. Я имею в виду, слушайте это, да, именно. Как добыча может быть гарантией? Вспомним Сирию, где добыча нефти не остановила турков. Не знаю. Ну, президент так і розсудив, видите. Ще б з ганьбою пішли, а так з яйцями поїхали додому. Да, я знаю, это как називається білоруський привіт, блядь, що таке. Так якщо головна ціль поговорити, а на угоду все одно, то треба було промовчати та підписати. США були готові. Ні, ну діло в тому, що ми не готові були підписувати, вот. Помимо всього прочого, да, США були готові підписувати, а зараз ні діалогу, ні угоди, зате гонору у Бонефтіку прибавилось. Мені його не жаль. Сором ты, ну я ж это гонора его не вижу, он, блядь, вообще, типа, ну, под конец того разговора был в полном, блядь, тильте. Ну, я его понимаю, то есть это, ну, сильно плохо, короче. Люди, наверное, не до конца понимают. То есть, если все так сохранится, как мы видим, да, и тот вектор отношений украино-американских, то это, ну, самый сильный удар с начала войны реально для нас. Если это действительно вот будет потеря нашего ключевого союзника. Добича говна. Наші миколаївські сільраді вже підтримали президента. Дуже добре. Треба було згадувати, да, это забей. Ну, это я так сказал в полушутку, понятно, что там этим людям похуй на всякий меморандум, биборандум, в рот они ебали, они типа плохо относятся к Зеленскому, он их не радует вообще его наличие, и на Украину им похуй. Так что я думаю, там меморандум, ему просто рот заткнули. Ну, как они, в принципе, и сделали. Они ему сказали, ты уже ну, Трамп ему сказал, ты уже достаточно наговорил. Опять-таки, был бы я Олегом Кашиным, хотя я не знаю, что он сейчас говорит, я бы сказал, наверное, так, да, был бы я Олегом Кашиным, Олег Кашин сказал бы так, наверное, да, блин, вот видите, какая западная политика, вот даже Путин, да, всяких деспотов там из Гвинеи, Бисау, блядь, он только вот недавно человека ел и только сейчас прилетел, даже он их принимает как людей, типа не плюет им в харю, не унижает их никак, не обоссывает, общается как с людьми, вот видите. Смотря уже ретроспективно, начинает казаться, что подписать соглашение в Стамбуле была не самая плохая идея, ну неприемлемая. Тут ключевое не плохая, хорошая, а неприемлемая. Но опять-таки вопрос для кого? Найвигідніша позиція у нас була після Харківської операції. Да була ли? Ну, то есть Москва понимала наш потенциал, свой потенциал. У нас была бы выгоднейшая позиция, если бы, ну даже не скажешь, нужно было больше, но если бы то, что случилось после в поддержке, да, причем растянуто в таймлайне на 3 года, да, если бы то все случилось тогда, обещания устойчивые, да, со сроками передачи авиации, передача ракет, ну то есть если бы Москву удалось напугать, да, неуправляемостью процесса, что они не имеют инициативы, но на Западе они рассудили иначе, ну и все после этого. Обратный счет, грубо говоря. Кашин написал бы колонку, что российский государственный цинизм нашел американского партнера, и для Трампа открыт путь Путина начала нулевых. Трамп, может, ну да, Трамп неплохо Путина защищал, там, блядь, говорит, Путин пережил волну, блядь, дезинформации, пиздец. Ну, как-то так. В какой-то момент перед камерами он начал на публику играть, и Трампу это не понравилось. Да чё, блядь? Там начинается разговор с того, что его спрашивают, слышь, а у тебя вообще, бля, есть этот костюм? Чё ты как лох приехал так? Ну, короче. Родезия. Ну да, Родезия с Украиной похожа. Ну, скорее, с поздней. Но вы что-то обычно такие сравнения никто не любит, да? Или с ЮАРой. Может, и стоило надеть костюм. Я не понял немного этого муха, что президент не одел костюм, но Андрей Борисович Ермак, глава Всепрезидента, костюм одел. Я вот этого не понял. Что один одел, оделись бы все в костюм. Или оба не одевались бы в костюм. Интересно просто, чем эта логика была вызвана. Ладно, я последний раз типа читаю. Ты ебанутый? А ничего тот факт, что все было тухес? Ты адекватный? А ничего тот факт, что Трамп такой, слышь, Зеленский, говори спасибки. Ты гонишь, это же тупо говно. Зеленский приехал типа за помощью, а не чтобы посасывать. Эта встреча как испарик для вейпа. Пых-пых, дым везде, а толку ноль. Мамка знает, что без Америки плохо, ведь Европка еще есть. Она мне жишку покупает, и я не бегаю за ней с посипками. Это ок, да? Все, это был, блядь, последний раз, нахуй. Да, ну это достойно вообще нашей жизни. А что люди в ютубной масти пишут? Привет, хорошего вечера, хорошего стрима. Да, спасибо.
Как говорил Дугин, у кого чемпионский пояс Усика, тот и управляет историей. Ну, это получилось, только дополнило картину полного, блядь, пиздеца. Ха-ха, этот пояс Усика, сука. Было бы смешно, если бы он на фоне этого Усика, ну, мне кажется, реально, может, и можно было двинуть. Представьте, какой был бы номер. Ну, это бы точно запомнилось хорошо. Да, что-то все вспомнили. Ну, понятно, из-за Усика про шашку эту Мономаха, блядь. Шашку Мазепы. А тот факт, блядь, заебете, как Зеленский на довоенных переговорах по Минску смеялся в лицо Путину, это зачем было? Ну, не знаю, психоз был. Ну, от нервов, наверное, смеялся, я не знаю. Ну, я согласен, что как бессмертные себя вели. Симпл прокинувся і прокоментував це, верю, блядь, верю. Но это, думаю, более емко в любом случае, чем мое мнение получилось. Где-то читал, что в старые времена монарх любого государства считался правителем, если его таковым признавали другие монархи. Вот сейчас как будто складывается похожая ситуация. Путин, Зеленского, они признают. Такое чувство, что и Трамп может перестать признавать. Ну, я об этом говорил, какие-то комментарии, но, типа, с этой логикой они, наверное, не связаны. Да нихуя бы охрана не сделала, зассались бы в Зеленского стрелять. Но дед мог откиснуть, конечно, от удара нашего Путужнича. Он, как известно, занимался тайским боксом, чи еще какой-то хуйней. Ну, в общем, он еще и борец, кто не знал. Вот. Ну и помоложе все-таки. А Трамп уже, я думаю, полумертвый. Мог вообще убить, в общем, американского президента. Это был бы номер. Да, кстати, вообще, ну, вот это козырь в рукаве. Убить Трампа раз. А, ну, Венс будет, блядь, какой-то, да, наверное, не очень. Не, хуёвый козырь, отменяю я этот. Тут вообще нас задраконит. Разве это уровень президентских переговоров? Двое на кухне? Ну да, именно, мне кажется, это и был уровень. Опять-таки, они не воспринимают ни нашу страну, ни нашего президента равным себе. Они похожи в этом смысле на депутата, и чьи голову ради какой-то, блядь, залупы, какой-то, блядь, деревни, короче, ЧПГТ в Ривненской области. Вы помните, короче, такая история недавно была, и это ж, блядь, повсеместно, это реально тупо их портрет классический, короче, там такая история была, что какая-то мандавошка вот эта, да, там дорвавшаяся до власти, ну вот, я, ну каких-то похожих людей практику проходил когда-то по учебе. Людина працювала продавщицею в магазині сільському, типу, от що значить давати на хрестик, потім ми вибрали реально депутатом сільради, зараз вона вже в міській раді десь. Ну, короче, я все к чему веду, что там эта депутатка, короче, написала в чат какой-то, да, аппарата этой администрации, кто там управляет тем, кто где будет сидеть на заседаниях, написала, что вы посадили ко мне какого-то плебея хуя, він не рівня мені, я більше не хочу, щоб він зі мною сидів. И это, ну, я абсолютно уверен в подлинности этого. Она, естественно, сказала, что это фейк, там, блядь, это смонтажировано, блядь, нафотошоплено. Это наверняка правда, потому что именно такой портрет у этих кретинов, кто там в местной власти сидит. Притом, чем они управляют, блядь? Это мэры Нью-Йорка, блядь, может, или мэры Лондона. Ты, сука, управляешь вообще полными руинами советскими, блядь, тем, что досталось. Пытаешься его, воруя при этом деньги, как-то тебя поддерживать на плаву, жалко. Но, блядь, корона, ебать, будто бы там управляет она вселенной. Він не рівня мені, блядь, да. Вот это очень для них всегда важно. Это пиздец, пацаны. Сколько таких людей, такое чувство, что все из них состоит, в смысле, в этом управлении. Муниципальном. Конечно, они потом сосут хуй, да, у центральной власти, а куда деться? Они первые побежали. Реально, что ли? США не видит нас равных? Ну, конечно, мы не равняем. Мы, блядь, выше, мы защитник мировой. А они Кока-Колу делают, так что... Воровать бабки, параллельно держа на плаву, дуже важко, если честно. Ну, работа у них такая. Ну, я не знаю, что тут сказать. Бля, почему никого из вас не впечатлила эта охуенная история? Она, кстати, ушла. Ну, ушла, потому что та людина, яку з неї посадили, то був військовий. Такого скандала она испугалась. Кашин бы рассказал анекдот про рыцаря в говне. Хороший анекдот. Я пишу в ютубной масти, а ты говоришь, что я не пишу. Мы как-то можем заключить сделку? Я любитель сделок. Конечно, я мастер сделок. Я только сделки, 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 сделки. Наебать, объебать. Нужно было молчать и подписывать, говорит Куценко. Надо было, да. Первые за день подошел к компу, а пацаны уже успели выбить плохую концовку, да. Будем смотреть Fox News, будем. Осталось 30 минут, будем смотреть. Возможно, из-за отсутствия централи. Ты просто с ними, блядь, не общался, чувак. Это, ну, государство в миниатюре. Причем обычно более страшное, да, то есть, ну, это царьки. Любить их можно только, что баланс, типа, чтобы они поддерживали. Царьки против центральной власти. Ну, и в этом балансе слабость государства какая-то есть.
Слабость центральной власти. Но в остальном, бля, любить их не за что. Охуевшие абсолютно люди. И вот это реально их классический абсолютно портрет. Что, ну, написать, блядь, будучи главой какого-то ПГТ, блядь, що він мені не рівня, я не хочу з ним більше сидіть. Ёбаный свет. Больше бы лучше она думала про это очко, ну, которым она управляет. Украинцы, держитесь. Дионисий, береги себя и, наверное, хотел сказать жопу. Пусть все будет хорошо, хотя бы у тебя. Я сомневаюсь, честно сказать, с первого дня этой заварухи-движухи, которая свистит у виска. Как тебе Криворожская дипломатическая школа? Да, блядь, Нью-Йоркская была дипломатическая школа, честно говоря, и пососать она Криворожской дала по полной програмі. Привіт! Що, наш президент настільки рівень забороненого слова на стрімі підняв, що аж так пізно запустив. Ну, я, честно говоря, сегодня понимал, что я поздно запущу, я поздно заварил себе кофе, потому что я знал, что на 20:00 запланирована встреча. Ну, видимо, раньше даже получилось. Ну, в общем, не помню даже во сколько встретились, но знал, что типа это будет вечером, а без этого говорить бессмысленно, а во время этого говорить плохо. Ты знаешь, Пати Панкейк, спасибо, но я его смотрел в оригинале, смотрел в переводе «Голоса Америки», там, блядь, особенный смешной, и в украинском переводе. Смотреть в переводе бессмысленно, нужно смотреть только в оригинале, реально. Вот эта шулерская тема с картами, ее ни в одном переводе не понять. Если бы ты дал честный комментарий по этой сходке, что бы ты получил, медаль или статью? Статью. Єбать, я то співчуваю такий кал зараз аналізувати. Саме важке це пережити кал і. Ну, дурман, блядь, нашого народу. Це саме важке. Завжди. І всюди. Что вообще за Криворожская школа дипломатии? Где, блядь, в чем исполнение? А Криворожская школа дипломатии такой старый, ну, уже дохуя вторичный штамп. Типа, какой наш президент хуёвый дипломат, да, он же типа с Кривого Рога, он криворожанин, а там же типа одно быдло живет, правильно? Ханурики всякие, ну типа вот такая логика, охуенно смешно. Уже рассказывают Олдчоппер, уже рассказывают, что мы обрели субъектность, типа, мы стали взрослые. Это понял, мы стали взрослые, это как тот момент, когда девочка становится девушкой. Гудгивен пишет: «Привет, ты понимаешь, что тебе нельзя становиться популярным? Это парадокс Дениса. Ты говоришь такое, что если ты будешь популярным и большим медиалицом, тебя закроют. А если будешь говорить то, что скажут, то не будешь трушным». Мысль понятна хоть? Конечно, я ее все время всем озвучивал. Это особенность такая. Ну, такой деятельности я немного говорил. Недавно это вспоминал, когда говорили о Скабре, да. Я ничего о нем не знаю, но вот это интересная вещь. И это чистая правда. Как бы лишний демотиватор. Украина, Денис, ты недостаточно благодарен нашей поддержке. Друзья, вашей поддержке я благодарен на все 100%. Хороший пиарщик, плохой дипломат, опыта нет. Я не согласен, пацаны. Так заздрю полякам, які жили в 39-му році, в них не така пизда была. Ну да, действительно, ладно, извини. Даже не знал, что он реально с Кривого Рога. Но в целом, в чем прикол хамского общения с главными партнерами? То немцы обед, то американцев. Но он, знаешь, это... Не знаю, с чем связано. Ну, то есть, у нас в чате нет ни Эллина, ни Иудея, поэтому... Ну, человек, он просто темпераментный такой по характеру, да. И это все хорошо знают. То есть, его любое общение, типа, бесконтрольное, да, если оно, особенно раньше такие были популярны, с журналистами, оно всегда заканчивалось остро. Типа, свою точку зрения он всегда отстаивает остро. Да, я вже уявляю, як Арестович наступному лайві буде говорити буде в гордовитій позі хворого на шизофренію з посмішкою сидіть і казати. Ну я ж вам казав, що Зеленський бидло, которого треба посадити, взагалі похуй на Україну йому. Ми Подоляк, Михайло Подоляк хуйсос. Повторюю, Діоніс, привіт, стрімля. Перше, єднаємося навколо президента, Верховного Головнокомандуючого. Друзі, єднаємося зараз, як ніколи потрібна підтримка. Борітеся, поборете. Саме так казав наш пророк Тарас Шевченко. Друге, він все-таки сказав, сука, блядь, чи не сказав, реально. Ну а хто б там не сказав? Я бы это там с самого начала сказал. Да, сначала Левинский, теперь Зеленский, и все в овальном кабинете. Ой, блядь. Это тот самый Ферги Тайм или это еще основное время? Это уже пенки, это уже пенальти. Да, ну пик нашей популярности Гудгивен это комментарий Марьяне Безуглей, которая на него не отреагировала почему-то. То есть, ну, видимо, ну, не видимо, а 100% произвожу вид я шоколячий, да. Ну, такая загадка. Это как я недавно очень сильно кайфанул, посмотрел интервью противоречивого человека, вообще с противоречивой биографией, посмотрел интервью Олега Кашина, которое он дал Гордеевой. Ну вот. Да я просто о том, что есть такие люди. Ну бля, ну хамство ж не одностороннє, типу розмова ти хуй, ні, ти хуй.
Я не знаю, хамство там одностороннее было, и оно было со стороны принимающей, да. Ну, в смысле, не в том плане принимающем, в котором вы подумали. В том плане-то мы были принимающей, а в смислі принимающей нашу делегацію, да. Це нарцистична особистість, там давно все ясно. Можливо, б краще був би інший тип психопатії, але що маємо, ти маємо. Ти правильно пишеш, да, що там без психопатии никак. Мне и дальше будут рассказывать, что Украина подстилка США. Вот, да, это я хотел сказать, что видите, блядь. А вы говорите, нихуя не марионетки. Наши помойки публикуют даже мнение Берни Сандерса, насколько он ЗЗ. Да, я тоже ж публиковал, меня улыбнул Берни Сандерс. Два человека, есть два кита, на которых все держится. Берни Сандерс. Блять, забыл, ну вы поняли. Он уже что-то написал в поддержку, американский политик, он уже что-то написал в поддержку Зеленского. Какой-то еврейская фамилия Шишиши, не помню. Ну, короче. Пиздец, память, голова просто дырка одна сплошная. Это спецвыпуск Топ Гир с коллабом Слуги Народа Британии. Думаю, что шорцы не особо тебе помогают. Ну, бля, человек их делает бесплатно, я их пощу. Конечно, они идиотские и показывают меня дебилом. Но все-таки у нас и жанр специфичный, но будущее за ним однозначно, за какой-то уникальной вещью. Ну, я бы стремился к такому. Всегда привлекают люди с чем-то, ну, своеобразным, да. Ну, меня, например. Ну, коротше, діло не в этом. Перед сном буде думати, що міг таким панчем відповісти. Сна не будет, сейчас там долбилово такое. Калики все тут, калики на месте. Ой, как тебе вьюха Кашина новая? Хорошая, я же говорю, мне понравилось очень. Именно удивительно понравился именно дисконнект, да, интервьюерки и интервьюируемого, да, то есть эмоциональный. Он делал, типа, это интервью более осмысленным. Ну да, Папа Римский умирает, еще параллельно Гороховский. Вот меня он особенно, блядь, порадовал, скажем так, сука. Такая. Чак Шумер, спасибо большое, кто написал Чак Шумер, тот реально шарит. Спасибо большое. Ильнес Уипе, спасибо, да. Два кита есть, Берни Сандерс и Чак Шумер у нас. Майя Сандуш, ага, Шумер. Спасибо большое, друзья, спасибо. Ну, забыл, крутится Шифер, но то другой у нас был этот Шифер, блядь, то наши люди. Нет, он начал, в смысле, видимо, президент Зеленский, да, хамство, про где вы были, пока Крым забирали. А нічого тот факт, що йому сказали про костюм? Хорошо. Не даючи оцінку поведінці Зеленського, як вважаєш, чи була це запланована провокація зі сторони Венса чи ні? Дубльоване повідомлення. Не знаю, наскільки заплановано, но... Ну просто що таке заплановано? Собирались ли они его привселюдно обоссать? Не знаю. Но то, что такие отношения у них были, и из них это вытекло, с этим я согласен. Но типа не знаю, насколько реально планировалось так. Ну просто непонятно, если тут именно сложность дефиниции, типа, что планировалось? То есть президент должен был молчать, а ему должны были хуи в панамку складывать? То есть какой-то должен был быть формат. Но мы это об этом как-то ще поговоримо. Зараз багато великих каналів форсять новину про те, що США скасували допомогу Україні відновлення енергетики. Це реальна новина, але відбулося це не сьогодні, а ще зі скороченням USAID, бо саме USAID така допомога проходила. Дякую за факт-чекінг. Навіть без грантів, який хороший факт-чекінг. Да, не хватает фразы нам, пиздец. Фраза бы нас спасла. Коломойского. Люди улыбают, конечно, вот этим, что типа, шо он хотел обмануть нашего этого, да, наебать. Ну, типа, это всегда было смешно. И это где-то проходит рядом с любовью людей к Коломойскому. Как к тому самому слову, которое мы договорились не использовать, да, он применяет такие методы в ведении переговоров, в заключении ділов. Віддаю, все одно вже просто папір. Дякую, побільше діліться зі мною таким папіром, бо в мене він не буде зальожуватися, да. Качурам на снотворне після цих переговорів. Качури балдеют, им нормально потеплело, они вообще в полном кайфе. Нихуя себе, почему у меня фонарик включен, блядь, на телефоне, сука. Да, ну так... Днем с огнем. Наша нам-то реальность, давайте коупить, да, те самые мемы про залежи копиума решил не отдавать их президент. То, что произошло, это спектакль. Трамп будет выглядеть чедом в глазах Джонов. Зеленский сможет сказать Миколам, я сделал все, что мог. Вы же видели, придется подписать. Потом проиграет выборы и уедет чилить на Багамы. Чё подписать? 171 зрел хайп УЕМ. 18-летним приготовиться.
Потужный пиздил, правда, по правилам WWE, поэтому не впечатлил. В смысле, правила WWE это там, где вот этот Венс Макмехан срал на грудь кому-то. И если без шуток, то все эти дилбрейкеры от нас из США на руку только Пыпе, конечно. Пухырь из Копиума, да, тот самый Пухырь из Копиума в Черном море, Пит Черным морем. Так, давайте, ютубовские, что вы пишете? В ютубовской масти тоже люди чалятся, как известно, но я анонсы в ТГ не даю на YouTube, а надо. Абсолютный дизреспект ютубовский. Отменяем рубрику «Нюхачи договорника». Да, боюсь, уже не зря мы ее заранее сняли. Ну, вы знаете, я с вами делился мнением, что, ну, сердце чувствовало какое-то приближение, но... Не, ну, это еще не надо, наверное, все сразу хоронить, но... В смысле, мозг подсказывал, да, что противоречие, оно непреодолимое. Ну ладно, об этом еще поговорим. Ютубовские, поднажмите, пацаны. Надеюсь, ты наш будущий Кашин. Ох ты, блядь, ты мне типа намекаешь, что мне голову сломают? Блядь, есть такая чуйка, надеюсь, этого не произойдет, конечно. Сьогодні поминки договорнячка. Дякую за ваші стріми. Дякую дуже, дякую, друзі, за теплі слова. Шабат шалом, православні і не дуже, саме так. Якщо б Трамп йшов по Києву, я б його обіцяв. Лише у... Це, ну, на ютубній масті люди чаляться. Лише у мене враження, що Венс підсом бикував у прямому ефірі, бо і не думали договорняк підписувати. Не знаю, мені сложно сказати, но... Не сказать, что он быковал, да, он вроде при своем был. Как думаешь, у Трампа есть какая-то стратегия, в рамках которой он делает что-то с Украиной? Или это импровизация в стиле Джека Воробья? Это, ну, блядь, что такое импровизация? Все, как вы видите, очевидно, так и есть. У него есть желание выполнить свое предвыборное обещание. Любыми способами и в любой форме. Потом сказать, что это не мои проблемы. Он пользуется при этом всеми инструментами. А как я говорил, да, тогда до выборов, самые доступные инструменты, они, конечно, давление на Украину все-таки. По понятной причине, да. То есть тут путь наименьшего сопротивления, неудивительно, что он и выбран в целом. Так кто в батле победил? Твое политологическое мнение. В батле какой? Типа вот в этой дискуссии в Белом доме? Блядь, как победил Трамп и Венс. Ну, победили они, потому что, ну, это... Но если здесь применимо слово «победили», да, мы здесь, блядь, в охуенно уязвимой позиции просто изначально, во всех смыслах. Пох на движ, единственный вопрос к пану-стримеру. Ситуация приводит к тому, о чем неоднократно предостерегали, что у Потужнича может сложиться образ, единственное, да, ну, в принципе, это и случилось, непереговорного в мире или медийного ресурса внутри страны еще достаточно, чтобы замять вопросик в ноль. Ну как? Ты заминай, не заминай, у нас вообще, типа, проблемы большие, блядь, ну, как бы на горизонте всплывают, да. А касательно образа, ты имеешь в виду в каком смысле, типа, внутриполитически? Ну, в смысле, внутри Украины, да. Пацаны, может еще встретятся и подпишут, давайте надеяться. Давайте, надежда умирает последней. Вони победили, але людство програло. Ну да, то есть это несправедливая победа. Ну просто тут и не важно, да, кто победил бы в этих дебатах. Ну даже если бы мы их перекричали, это все равно бы нам никак не помогло. Пишут, що пояс Усика не забули. Ну молодцы. Это вообще загадка, блядь, полная. Сука. Ну я уже, блядь, то плакал, то смеялся, блядь. Американцы, разумеется, встали на сну, зависит от того, как они будут сейчас обрабатывать свое население, да, свой электорат. Ну, то, что популярность от слов, просто от этих охуенных комментариев Трампа до этого уже снижалась, уже есть этому социологические подтверждения. Да, теперь редкоземельный металл это, ну, нормально, на месте. Ну да, на стримах мы часто говорили, что внутри политики может случиться так, что страна решит, что президент, ну, в смысле, если добьются до того, что он начнет выглядеть единственной преградой к миру. Если этого попадает под тот случай, возможно, потужничи запустили необратимый процесс. Не, ну просто совокупность факторов очень неудачная, да. Ну, а мы знаем методы, которыми они поддерживают свою популярность, да. Это репрессии против политических оппонентов. Это контроль за средствами массовой информации, да, они там продавливают свое мнение. Но как надолго этого хватит, просто есть же еще какая-то физическая реальность. Ну, в общем. Лучше не стало, если в этом вопрос, лучше не стало. Потужный день, ну да, день потужный, но этого, в принципе, можно было ожидать, скажем так. Как минимум, нужно увольнять Макарову. Это точно. Нужно было увольнять сразу. Да, блядь, пацаны, вы что думаете, что это на что повлияло? Бы. Трон Гитлера. Малой бы Кулебы привез, Венс тогда бы завалил. А мэр с Гитлера.
Привет, только зашел. Кто не прав и как надо было вести себя Зеленскому? Ну, не права американская сторона. Зеленскому надо было отказаться от этой пресс-конференции. Ну, сколько бюджет, да. Нужно было просто не начинать бомбить. Тем более многократно Просто не начинать бомбить, и тем более многократно А хули сидеть, сидеть, слушать? Не, ну, может, и надо было. Просто, не знаю, он пытался войти в диалог, не ожидал от них такой острой реакции. Собственно, да, если упростить вопрос, то сводится к тому, стал ли уже потужнее в глазах собственного народа недоговороспособным. Ну, блять, обратный отсчет. Или ему хватит купленных СМИ, чтобы утрясти и выдать за победу. Не, сейчас будет типа неделя сильной потужности. Что, сука, слово это заебало уже. Но вы понимаете, сильной поддержки, еднания. Но что будет потом? Непонятно. Но правда мы загадываем наперед, мало ли. Может что-то хорошее произойдет. Что вряд ли. Не похоже совершенно на то. В смысле, они плохо очень к нему относятся. Ну и об этом было множество разных сигналов и так далее. Но сейчас это только подтвердилось. Шапку Гитлера надо было спиздить у русских. Они ее пиздец охраняют, чувак. Думаю, никак. Думаю, она охраняется как Путин. Возможно, Путин ее сам и носит. Ну, чтобы 2 раза не охранять. Я так понимаю, учитывая все, что произошло, единственным выходом на пиздил будет перевыборы у нас. Нет, но я не знаю уже, какой выход будет. Это вам не сценки КВН ставить хрипло. Ой, блядь, да ладно вам. Европа потужно. Блядь, чувак, были бы мы на таком же уровне, да, весовом, в такой же весовой категории, как Российская Федерация хотя бы, да. Или, ну, там, где-то рядом, да, ну просто тут никакой президент не поможет. Это, наверное, лучший президент, но толку... Там важен контекст, все обсуждают последние 2 минуты. Ну да, я согласен, я все для этого и смотрел. На эсеры на 9 травня замет чемодана, возможно. Провокация Венса, но он там это, давайте на их шулерском языке, как козырь достал, типа, что ты тут пиздишь, блядь, там. Ты помнишь, как ты, блядь, ездил в Пенсильванию? Ну, типа, что на это нужно было возразить? Не, ну, согласен. Не знаю, провокация, нет, типа, там. Это уже было не так важно на тот момент. Слово тижня єднання. Єднаймося. А далі буде головне слово получення важкі рішення. Головна цифра 18. 21, блядь. А бабки где взять на это? На мобилизацию-то эту где? Бабки взять. Ты думаешь, они там в Москве будут сидеть, блядь, и ждать тут нахуй с моря погоды после такого? Не, может и будут. Это не провокация Венса. Он правда ездил, и это было крайне глупо. А после еще и Маркарову домой не отправили. Я не знаю, я бы не расценивал это, наверное, как какую-то попытку реальную, да, ну, то есть мы в этом максимально не заинтересованы сыграть на руку демократам. Просто они ищут повод доебаться, ни больше, ни меньше, что и тогда они искали повод доебаться. Все определено, блядь, их отношениями межличностными, ну, серьезно. Ну, не то, что межличностными, ну, и поняли, глобально отношениями между этими двумя силами, да, нашей власти во главе с Зеленским и их политической силы во главе с Трампом, да, их клики и нашей клики. Все этим определено, там, езди, не езди, снимай Макарову, не снимай Маркарову, блядь. Да, ми перемогли. Ну, в смысле, що Україна победила. Зеленський після зустрічі з Трампом відправився на кладовище, де похована мати Трампа. Ти хотів... Понятно, смешно. Трембита и другие уже повыбрасывали свои кеды. А Трембита и другие уже повыбрасывали свои кеды Венс в знак против Ванс, они в знак протеста против заморских угнетателей. Ну, нужно было терпеть. Вот, Макрон терпел, пока Трамп заливал. Там Макрон так терпел, блядь, мы бы так не смогли терпеть. Это надо было согласиться со всем тем, что Зеленский, с чем он реально не согласен. Ну, мы об этом еще поговорим, да, об их противоречиях. Я вот говорю, мы поговорим, а мы нихуя не поговорим. А парней где взять? Понижать моб-возраст? Бабки где взять? Да я не знаю, что вы от меня хотите. Как думаешь, сейчас в Кремле дикая оргия с фуражками Гитлера и шампанским майот? Затопили тот 5-метровый ствол и чемоданчик. Ну, думаю, да, но думаю, сдержанная, потому что не верят своему счастью. Я думаю, у них вообще, типа, последний месяц вот такая нота, ж, типа, подожди. Что-то тут, типа, нечисто, блядь. Зеленский ездил в Пенсильванию на завод. Там работают и живут большое количество поляков и украинцев. Это было вмешательство на стороне Камалочки. Я знаю, о чем говорю. Да, блядь, я тоже знаю, о чем говорю. Но, может, слушай, может доля правды в твоих словах и есть, если вспомнить, да, множественную информацию из множественных СМИ и источников о том, что господин Ермак, да, глава офиса президента и главная ключевая фигура в нашей внешней политике Украины, верил
В смысле, ну, был сторонником, я не знаю, как это сказать, в расчетах своих, да, рассчитывал он на то, что победит Камала Харрис. Ну, может, тогда это логики не лишено. Да ну, вы серьезно думаете, что Путин прыгает от счастья от этих переговоров? Я думаю, он не прыгает, потому что он же на пынеходах хуй прыгнешь. Да, да, друзья, сука, новости эти охуенно смешные про ядерные ракеты. Кстати, вот если кроме шуток, то на самом деле довольно активизировалась же активность. Ну, по крайней мере, она стала более явной, да. Летают с включенными трансподерами. Старпонами. Ну, вы поняли, короче. Я к чему, что активность НАТО-то в Европе сильно выросла за этот месяц. Авиации, да, НАТО. Я вот тоже наблюдал, что французский борт, по-моему, да, в центре Авакса, летал в Черном море прямо в тот момент, когда оттуда должна была улетать российская делегация, да. Интересно. Ла Чечню уважаешь? Не, ты что? У меня есть, да, шорс на эту тему. Удивительно, что Европа до этого спрашивала разрешение, чтобы давать помощь нам, а Трампу они так просто не подчинились. Так что, блядь, ты еще подожди. Думаю, Путин еще будет уговаривать Трампа вернуться к диалогу с Зеленским. Да, обрывает сейчас телефон. Спрашиваю ебанутых фанатов Трампыни, почему Зеля сделал что-то не так. Спрашиваю ебанутых фанатов Трампыни, почему Зеля сделал что-то не так. Ответ убил. Да, он игнорировал все послания, что ему давались уволить Маркаров. Да, что-то люди за это уцепились. Ну, потому что Джей Ди Ванс это вспомнил. Диванс. Еще до выборов. Убийство лиры. Да, лира это турецкая валюта. Человек, который поступает с своими людьми, кадры бусификации они видели. Нельзя иметь с таким человеком общих дел. Это не поверите, не по-христиански. Зе менялся, потому что, да, Мариана Безугла считает, что какой-то христианский культ захватил власть, кстати, в Америке. Зе не менялся, потому что не хотел, значит, ему выгодно продолжать войну. Что у этих людей творится в голове? Ну, скажем так, на этих условиях он не хотел бы ее заканчивать. Я бы так, наверное, сформулировал. А что ответить на весь этот шквал критики? Ну, я всегда говорил, что, мне кажется, тут вопрос интересов, даже не то, что американского государства, а в этом случае этой администрации, да. И, ну, американское государство видело поддержку разных, блядь, режимов за свою историю, разных по кровожадности и разных по отношению к правам человека, где даже бусификация там далеко, типа, вообще, скажем так, мирное, прекрасное правовое явление по сравнению с тем, что они вообще в своей истории поддерживали. Ребята, смиритесь, Украину обманули и тупо ограбили. Не, ну не ограбили пока что, да, только обманули. Что думаешь, это время стоит быть немного ближе к укриттю чуда? Думаю, конечно. Політика мистецтво можливо. Зроблять мопку від 21. Секретно піднімуть зарплату силовикам і уріжуть військовим нинішньому 2 рази зарплату під лозунгом «Єднаємося». Спрогнозирую чуть позже, друзья. Ну, в смысле, в конце просто того, как дочитаю, у нас типа новостной блок, он там в основі где-то буде. Не відчуваю групової ідентичності. Дофамінова система не активується вслід за нею. Окситоцинова не активується. Відповідно, нема стимулу для альтруїстичної поведінки. Злонский убил Гонза за лупу, да, пацаны, это охуенно смешно. Переслушал Соскина, получил зарплату, песня. Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против РФ, включая наступательные кибероперации и киберполиция. Ни одна безухлая говорит о христианском культе. Понятно, она эту идею где-то взяла, додуматься она до нее не могла. Еще есть 2 сумасшедших в виде Карася и Корчинского, лучшая поддержка, а главное вменяемость, да, нормально. Селигир, да, помним. Модно несколько примеров таких режимов, чтобы оппонировать этим сектантам. Ну, блядь, они все из прошлого, а мы все-таки живем в сьогоденні, наверное, в этом есть какая-то, понял, в этом есть какая-то есть проблема. Ну, не знаю, из свежего, наверное, можно вспомнить курдов, которые держали охуенные концлагеря для жен и родственников боевиков исламского государства, которые вообще нахуй с низкими правами человека, блядь, даже рядом не валяются, да. Поддержку Израиля можно вспомнить. Ну, понятно, он особое место занимает в их системе координат. Если брать историю, можно вспомнить, да, вообще дохуя, да, там из времен там холодной войны, около того, всегда можно вспомнить Августа Пиночета и так далее. Ну, я просто не знаю, зачем им оппонировать, да, в смысле. Не знаю, как этих людей переубедить, если они сотворили кумира, да, если они верующие в Трампа, то верующие в президента другой страны, ну, ты к ним не достучишься никогда, я думаю, да, они не поймут того, что тут вопрос именно какой-то их взаимоотношений, их видения нашего президента и будущего украинской державы и вообще, насколько это значимая для них переменная, скажем так. О чем мы и говорили всегда, да. Если посмотреть на риторику Белого дома, то в ней и до этого всего еще проскакивало и то, что выборы провести во время войны возможно, в принципе, да.
То есть это все разговоры не сегодняшнего дня. Как и вообще в республиканской среде, да. Просто тут другое, прошу, чудо не случилось, да. Бля, прикинь, я ще сьогодні зранку думав, що от нормально, сьогодні дамо Трампу бумажку фіктивну, яка ніхуя не дає США, ну я так не думав. Зате дає Трампу можливість бігати з нею на внутрішню аудиторію і кричати, що він повернув 350 виділених мільярдів, але не сталося, як гадалося, ну да. Славика со Штефаном смотрел, не. О, нихуя себе, это они встретились, это мощно. Может, у меня есть шанс со Штефаном встретиться, правда, не знаю зачем. Не, пацаны, вы что, я такую, ну, не то, что такую хуйню не смотрю, просто времени, блядь, нет посмотреть что-то мимо, да. Вот на то интервью Кашина и... ну, вы поняли, короче, то интервью Кашина я смотрел ночью, блядь, в смысле, с часу ночи до 3 ночи. Просто в ущерб сну. Думал, сегодня уже все случится, Зеленский увидел вот это номер. Можно примеры ебануть Стилачина, чтобы оппонировать перед сектантами. Слушай, блядь, чувак, блядь, простой проект офиса президента. Я не знаю, зачем вы оппонируете там фанатам каким-то, нахуй вам оно нужно. За підсумками брифингу Зеленского и Трампа в овальном кабинете. Посмотрим, что будет, блядь, буквально в 26-м году, да. За підсумками брифингу Зеленского и Трампа в овальном кабинете США надасть 150 миллиардов долларов. Охуенно, пацаны, спасибо, вы потратили мое время просто, это даже не смешной юмор. Даже украинский лоббист среди республиканских ястребов Линдси Грэм выступил против Зеленского, он же предложил сделку. Да он, блядь, всегда нас в хуй не ставил, он приезжал, говорил, что, о, сука, возраст у вас тут надо подснизить в целом. Да, и все вырулят в другую сторону, да, блядь, походу не вырулят, дело, типа, дело не в том, что случился скандал. Уявіть шоу, якби Зеленський зустрівся з Путіним на переговори в прямому ефірі, да, я тоже об этом думаю. Я бы еще уявил шоу, если бы Зеленский двинул, блядь, деду сегодня. Это было возможно. Кремлевские отщепенцы пытаются создать мир иллюзий, что Украины нет. А Украина им демонстрирует объективную действительность, что РФ придется распадаться. Ну, придется, да. God bless, пацани, God bless. Макрон дійсно терпляча людина. Всіх цих Путінів, Трампів і т.д. вислуховувати. Не знаю, мне нечего сказать на этот счет. Просто мы не французский президент. Мне кажется, тут вопрос именно не в каких-то личных качествах, что там не стерпел. С ним так, блядь, и не общались. Это было бы равноценно, если бы приехал Макрон, и ему сказать, слышь, а что ты за хуйню там на Олимпиаде вот то исполнил, блядь, это вообще нормально? А жена что у тебя такая, блядь, это борода? Тогда бы это было равноценно. Як думаєш, скільки країн Європи будуть збирати зустріч, щоб обговорити визначення рамок дискусій для відпрацювання можливих форматів, консультаційних занепокоєнь по приводу непорозуміння між Україною та США? Ну, наверное, 2, блядь, 2 и, ну, много же стран. 2 с разными странами. Один, типа, для стран первого уровня, другой для стран похуже. Так, что вы тут пишете? Нахуй вы всю французскую поеботу? Тут газанцы очень плохо живут, им надо переехать, да. Но я же говорю, все закончится тем, что нам скажут переехать, блядь, куда-то. Сибирь. Да, но мне кажется, проще лучше Эрдогана уговорить. Да, конечно, турецкий джум-джум. В контексте войны нам, да. Как у меня с Зеленским? У меня с Зеленским нормальное отношение. У меня знакомый был когда-то на квартале вживую. Мне мемы не интересны. Кстати, друзья, касательно мемов, давайте немного поговорим об отстраненных темах. Как вам статья «Украинской правды», которую я не читал, но репостнул? Про какого-то мемодела, то есть, вдумайтесь, «Украинская правда» написала статью про какого-то мемодела, на котором держатся все мемы Украины. Я думал, это он говорит, что президент, бывший уже почти что без 5 минут в тюрьме, президент Порошенко более мемный, чем президент Зеленский. Я думал, что это автор того самого мема, но я даже не знаю, сколько это мем, где типа Порошенко стоит, короче, с гаечным ключом, и у него тупо здоровенная, блядь, мотня, и там такое огромное нахуй хозяйство проступает. Вот. Но нет, даже он не автор этого мема, вообще хуй знает, какие у него заслуги. Вот. Ну, вы видели еще, да, тоже потужнее репостнул эти, блядь, от Заривны, там какую-то хуйню, где она там Кендрика Ламара цитирует, блядь. У Украины 2 союзника, Кендрик Ламар и европейские партнеры. Блять, какая же это хуйня, вот такую дичь, блять, дикуху обсуждать, типа, по ходу дела, да. Тряска, типа, вот это называется перегрев, в натуре перегрев. Ну да. Конторский мемолог это потужно, конечно, они это взяли давно на вооружение и не скрывают. Ну, клин клином, да. Прикиньте, исламисты сейчас там на 400 каналов и Роскомнадзор пошли делать. Да в смысле, там же, блядь, перемога тотальная. Який положник по костюму, кстати, чи потрібно ЗЕУ костюм вдіти, як пана Андрія Борисовича, чи ні? Ну, видимо, потрібно, но вряд ли помогло особо.
Не было бы костюма, был бы, то есть костюм, сказали бы, блядь, а что ты ездил на завод, сука? Что ты на завод ездил? Помнишь? А посла? Осла мы просили снять, ты не снял. Приветствую, я недавно у вас на канале. Что думаете? Мы теперь обречены на вечную войну? На вечную вряд ли. Откуда у людей такая вера в сложные многоходовочки? Их даже... ну да. И что теперь, договорняк через полгода, но еще на более худших условиях? Хороший вопрос. Да. Самое забавное, что дальше Потужный летит в Лондон с отчетом, как не поверить в конспирологические теории после этого. Ну как он будет пытаться заручиться поддержкой европейцев? Что, ну, типа, что хоть чьей-то губной поддержкой, думаю, точно заручимся. Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы, это, кстати, вроде староватая новость, да, оказались очень недовольными тем, что... нет, то была новость про другую какую-то встречу, блядь, там румыны были недовольны. Зачем тогда Ермака нарядили в костюм, максимально прогрели на подписание договора покупал? И ты меня спрашивай, я, блядь, в душе не ебу, нахуя они именно Ермака в костюм одели, не знаю. На самом деле президент приехал к Канье за футболкой с Усвастоновым и мексиканским насваем. Да у нас насвай пободрее. Та присуха ни на что не влияет, сделка тоже фейковая. Согласен, это ультимативное мнение, кстати. Фух, блядь, пацани, Педро Паскаль підтримав. Да, фух, американський актор Педро Паскаль тим часом теж підтримав Україну. Фух, бля. Фух, ну это слава богу, блядь. Да, він зіграв ролі в Іграх Престолів, Нарко і Гладіаторі 2. Друзі України, Європи і США продовжують писати слова солідарності. Дякуємо. Фух. Это он в историях написал. Фух, да. Если сделка фейк, не, ну в смысле фейк? Не случилось сделки, да, в чем имеется в виду фейк. И при этом политика Байдена тоже не ожидается. Тогда что остается? А ты подумай, что остается. Сосалова остается, повна Сосалова. Куди потужно тікати? Нікуди. Куди ви, блядь, втічете з підводного човна? Куди? Никуды. Сильный жест в поддержку Украины. Да, ох, друзья, блядь, знали бы вы сегодня, какой был калейдоскоп, нахуй, заголовков. Я просто еще со вчера их начал записывать. Так смешно получилось. Ой-ой. Не, хорошего мало, если они продолжат нас бомбардировать такими, блядь, тезисами, то будет печально. Че думаешь про стримера с накрученными просмотрами и подписчиками Миша Лебига? Что мы думаем, пацаны, про... Подожди, Мишу Лебигу. Напишите, что вы думаете про Мишу Лебигу. Это вроде Кнур такой, через ТикТока, че откуда. Что мы, блядь, о нем думаем? Вот. Торпедировать такими тезисами, да-да. Окончательно хороним договорняк или надеемся, что Криворожская подворотня в итоге превзойдет Нью-Йоркскую подворотню? Ну, у нас мало этих карт, козырей, блядь, рука хуевая. Наверное, не превзойдет что-то я. Совсем скептически настроен. Но у меня вообще эти дни очень депрессивное настроение, честно скажу. То, наверное, это неизбежно, смотрю на все через эту призму. Не хочу пояснять за положняк, но надо, блядь, ну надо, сука. Как там это, блядь? Пора, родной, пора. Пора, родной, пора. 28.02.25. Сегодня заполнял блокнот и думаю, вот, блядь, сука, бывают, короче, месяца такие в году. Когда, сука, вот там 29 дней, блядь, что-то в месяце. Заполняю, пишу, блядь, 29-е, 30-е. Ну, открываю блокнот, блядь, это именно этот месяц. Да. Ну, в общем. 28 февраля.